Ребята, всем доброго времени суток. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня такой довольно нестандартный контент, по сути уникальный. Очень интересный человек у меня в гостях. Человек, который мотивирует своими действиями, своим путем, в частности в айтишечке. Вот, разработчик компьютерных игр на языке C++, Мария. Маша, Привет, привет. Привет, привет. привет. Вот, немножечко начну издалека. Как я узнал о Маше, было это, в принципе, на моем стриме, как обычно это происходит. Мне просто скинули ссылочку, один из моих постоянных подписчиков. Я зашел, офигел, увидел, что девчонка просто пишет на вулкане примерно похожие вещи, даже где-то уже вперед там, вперед меня. Я сам там ковыряю тоже. Ну, многие, я думаю, из вас знают. Вот, очень был впечатлен, тоже был очень мотивирован. Понял, что есть люди, не только я, которые действительно увлекаются программированием по-настоящему. То есть не люди, которые, ой, мне бы как-нибудь, вот как не зацепиться, а действительно горящие, с горящими глазами, с огоньком внутри, которые разрабатывают не только на работе, но и даже домой приходят и при этом пишут код. Вот, ну и прошло какое-то еще время, наверное, месяца полтора-два, и потом случилось, Маш, ну, то самое пресловутое интервью. Мне его тоже зафорсили, капитально причем. Мне такой, посмотри, посмотри, ты должен это посмотреть. Вот, я долго такой, ну, думаю, ну, посмотрю, ребят, посмотрю, интересно самому. И потом я просто, помню, открываю, и я не мог оторваться, реально. Я начал смотреть интервью, просто не мог оторваться от тебя. Ты меня самого мотивировала. Я, в принципе, сам полон мотивации, я люблю реально писать код, но ты меня еще дополнительно мотивировала. Я смотрел, просто не мог оторваться. Твоя история, то есть я надеюсь, ты сейчас еще раз ее в красках нам, так сказать, продемонстрируешь. Вот. Расскажи, собственно, о себе. Ну так, сначала немножко издалека, просто наверняка много людей, которые будут смотреть, они не знают. Вот. И хотелось бы сначала краткий ликбез, а потом мы уже немножечко будем закапываться вглубь кода и так далее. Мгм. Э, Я начала увлекаться программированием относительно поздно. Э, Я поступила в 16 лет в университет на около архитектурный и очень быстро разочаровалась в обучении. Но я, у меня имеются проблемы с самооценкой, и я как бы просто в этом возрасте не могла принять решение правильного и уйти из универа, поэтому я как-то жонглировала и там пыталась, и там пыталась. Ну вот, короче, училась, работала, и в итоге, когда уже совсем обучение не приносило радости, мне повезло поиграть в игру The Beginner's Guide или «Путь новичка», он, да, по-моему, на русском переведено. Вот, я поиграла в эту Не игру. припоминаю такое. А? Не, я лично не играл, не припоминаю такое. Ну, и очень рекомендую. Это инди-игра, наверное, за 4 часа проходится. М. Вот. И мне тогда было 18 лет, и я довольно была очень потеряна. Я очень неправильно распоряжалась своим временем, абсолютно его прожигала, скажем так. Я тоже в И этом возрасте. вот. И да, и как бы я поиграла в эту игру и очень-очень сильно, как это сказать, прониклась, наверное, историей, я прониклась главным героем. Я, в принципе, всегда очень любила какие-либо произведения искусства, я любила через искусство рефлексировать. Вот, и в игры я играла довольно всегда, вот, со своим младшим братом Никиткой. Все время мы играли в игры, но при этом я как-то не находила в играх, так скажем так, ну, просто не чувствовала чего-то более высокого, поэтому, наверное, как-то никогда особо не смотрела в сторону игр, когда я была ребенком. Вот, игры были просто как повод там повеселиться, время убить, не знаю. Вот, а тут я поиграла в эту игру, и все вообще осветилось, и все вообще было, вот все изменилось. Это вот реально жизнь на до и после вот поделилась. Все, вот, Обалдеть. то есть до этой игры. А? Обалдеть, то есть прям после игры, да? До игры и после игры? И когда в нее поиграла, я пару часов порыдала, наверное, потому что Обалдеть. я просто увидела всю вот свою какую-то боль, свое одиночество. Я так это все хорошо почувствовала. Я даже не знала, что что-то есть на этом свете, что может тебя так сильно с чем-то соприкоснуть. И меня это так сильно поразило. Меня так поразило вот это чувство, которое возникло после
игры это было что-то вот действительно внеземное какое-то, не знаю. Вот, и мне, видимо, это очень сильно... Я всегда, типа, была впечатлительным человеком, очень сильно эмоциональным, впечатлительным. И когда я поиграла в эту игру, наверное, я решила, что если что-то вот в этом мире может меня так сильно ударить, так сильно вот вообще встряхнуть, то я хочу вот этим заниматься, все что угодно. Вот даже, знаешь, полы чистить в игровой студии, я просто хочу быть частью вот этой экосистемы. Если есть что-то в этом мире, что так может на человека повлиять, да, и при этом как бы, ну, на таком плюс-минус безопасном ну, путем, да. Ну да. Вот, и... А? Ну да, слушай, обалдеть. Это получается, что для тебя компьютер... Знаешь, у меня проще, на самом деле, отношение к компьютерным играм, хотя, ну, в целом, я тоже очень люблю компьютерные игры, я играл с детства. Я такой типичный парень, который играл там лет, наверное, с 7, сначала были приставки, там, потом компьютеры и так далее. Но, знаешь, у меня не было такого, честно говоря. Я, наверное, не смогу ни одной игры назвать, которая настолько сильно меня вот затронула за какие-то струны души. Это вообще невероятно, просто очень круто. То есть игры для тебя это не просто, это прямо венец творения, то есть какой-то катализатор, который способен людей прям за тонкие струны, да, дергать. Дело не в этом, то есть я же не хотела как бы... Может быть, вначале и была какая-то самоцель создавать что-то, что будет как-то затрагивать людей, но это такое, это было более детский взгляд на вещи, потому что как бы это все очень индивидуально, да, и если меня непосредственно игры так сильно затронули, это абсолютно не значит, что там моего соседа они также затронут, да, то есть меня Мгм. именно восхитило то, как меня это лично, вот, как это во мне отпечаталось, да, и я просто, наверное, очень сильно захотела находиться рядом с инструментами, которые могут меня так сильно будоражить, да, то есть я как Мгм. бы вот всю жизнь я как бы до 18 жила как-то что-то там, что-то рисовала, что-то читала, школу прогуливала, туда-сюда, в игры с братом играла, но все это было какое-то пустое. А тут я вот в себе увидела свет вот через вот эти истории, и очень рекомендую поиграть, реально быстрая игра, и стоит она копейки на Стиме. И, ну, мне кажется, что каждый в ней что-то может вот увидеть, особенно если связано с играми или программированием, наверное. Вот. И, ну, Попробуй, да, и, короче, Маш, еще раз для людей, которые смотрят, как называется игра. Я, наверное, даже плашечку повешу прям с названием. И себе, кстати, запишу. Да, The Beginner's Guide. The Путь новичка. Beginner's Guide. Ага, The Beginner's Guide. Да, это, кстати, может, люди знают эту игру, она от создателя Stanley Parable. Это более, наверное, Вот, популярная игра. да, кстати, вот это название на слуху. Я сам не играл, но я так слышал. Ты знаешь, ты сейчас Мгм. говорила, и я понял, что это очень важная штука. Ну, то есть, это понятно, это очевидно, что важная штука, но это не просто важная штука, а это, наверное, знаешь, люди по-разному это называют. Кто-то называет предназначением, кто-то называет смыслом жизни. То есть, по сути, это было прикосновение к своему предназначению. Как я это услышал, как я это прочувствовал, что-то вроде того. Ну, если мы будем романтизировать, то, наверное, так и Ну есть. да. Ну а Но, почему нет? Почему не ну романтизировать? ну да, да. Не, я люблю красивых слов навешать. Да, да, Мне я кажется, тоже склонен, я тоже к этому склонен. да. Вот, ну, короче, и когда это все случилось, там вот игра, вот эта, которая ведется от там автора, повествователя, там упоминается движок игровой, на котором, собственно, герой делает игры. И это движок Source. Может быть, А, люди могут знать его по CS, по крайней мере, CSGO был сделан на этом движке, я не знаю насчет второго. Вот. Но вот. И я такая, ого, движок, типа, ого, программирование. Мне тогда вообще на тот момент, наверное, я никогда не задумывалась, то есть сколько я все детство проиграла в плойку, я все детство проиграла в комп с братом, но никогда не задумывалась, как игры делались, да. И я вообще не думала, что информатика и Паскаль, которые нам в школе дают, и какие-то дебильные абсолютно задания могут быть как-то связаны с играми. Вообще не складывалась эта картинка. Ну и вот начинаю знаешь, я гуглить.
А? Знаешь, извини, я знал про это только по одной причине. У меня был друг программист, с которым мы в школе учились, и он мне просто рассказывал, он мне все это приносил, так сказать, эту информацию, он говорил, М, вот, есть язык программирования C++, я знал про существование C++ еще со времен школы, хотя у меня был стереотип, что я не предрасположен, это отдельная тема для разговора, сегодня не про меня, вот, но я знал, что вот я играл в игры за поем, сначала в приставке, потом в компьютер, я был вот игроман вообще в доску, там, лет до м, 25, наверное, вот, и от своего друга я знал, что есть такой язык C++, на нем игры пишут, но, естественно, м, я процесс вообще не представлял, я просто понимал, что там что-то люди вот код какой-то пишут, и то я знал это, потому что у нас просто в школе Дельфи мы проходили, и все, и как-то из этого рождается игра. Вот это, конечно, не магией какой-то казалось откровенно. мгм, мгм. Да, вот, и все, я начала гуглить, что такое движок, но тогда это было слишком как-то далеко, и поиски меня к программированию привели, и я Это, такая: Маш, ну все, это значит, какой надо год, свой язык извини, был? программирования писать. Это какой год А? был? Это какой год был? 2000, ну, мне было 18, это М, значит 2017, понятно. То есть это 2017, получается, может, 2018 уже. ты разработкой занимаешься где-то 6-7 лет, ну, плюс-минус, да? То Нет, есть это... нет, 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 нет. Это я тебе историю рассказываю о своих прапрадедах и А, так все, далее. понял, это То есть, издалека, короче, когда просто да, первые зачатки, да. У зерна, ме короче, были у меня заброшены. очень очень был долгий и мучительный путь к C++, скажем так, А, очень долгий и мучительный, потому что вокруг меня были одни, не осцилляторы. а, да? Не осцилляторы. Ну, долгое время у меня не было правильных людей вокруг меня, и мне надо было реально очень сильно стараться, очень сильно хотеть, программировать, чтобы М, найти правильных людей, найти правильные потом уже пути для этого всего. Такая Вот, же ну, история. короче, да, и, собственно, э получается, я такая: "Ага", и что то там программирование, и потом: "Ого, можно игры делать на Unity, оказывается". Вот, и какой-то чел из тусовки сказал, и я такая: "Надо, значит, типа Unity, да?" Вот, начинаю там кликать туда-сюда, что то учиться, а у меня очень хорошо, я как бы уже сайты делала на заказ. То есть, ну, то есть вот у меня было такое какое-то программирование, но не дальше, да, то есть я могла там в HTML, CSS что-нибудь там Не, ну все равно, покопировать, все равно, ничего повставлять. себе. Все А? равно уже какой-никакой опыт. Все равно, то есть... Ну, так, ну, типа, это я там, когда я училась, я где только не работала, типа, чтобы хоть м, какие-то деньги зарабатывать. Вот, и еще я там делала всякие рендеры, много 3D-моделировала. То есть у меня всякое было, и поэтому как-то ну, Unity очень быстро как-то я поняла, как с ним работать, потому что это, типа, ну, просто как любая другая прога для какой-то, вот, ну, похожая на 3D-редактор и так далее. Ну, то ну есть да, неважно. конструктор. Конструктор, спасибо. Да не за Вот, и что. оно как-то все пошло, и что то я пару месяцев, ну, наверное, где-то месяцев 6 точно повозилась с этим. Вот, и я пыталась смотреть C#, там что то на форуме Unity, искала там скрипты, копировала, вставляла, что то работало, что то не работало, но ни хера не понимала, вообще нифига не понимала. То же самое. И И мой путь тоже да. начался с C-Sharp. Мне друг написал, Я короче, думаю, это говорит, много. давай, типа, прогой заниматься. А я вообще-то там, у меня стереотип в голове, что я не предрасположен. Когда-то давно я там хотел, но, типа, я не могу, потому что я склады ума соответствующего не имею. Я говорю, о, Юрбан, типа, да ну, не, какое мне там программирование. Я ему вывалил всю эту историю из своей головы. Он говорит, ты чё, типа, программирование? Ладно, я не знаю, будем мы, я не буду, наверное, это не печатная, короче, фраза была. В общем, он меня убедил. И я такой, ладно, давай сюда, что там у тебя за материал, я попробую, типа, ну, кушать не просится, попробую, не получится, ничего. И все, я Мгм. попробовал, я понял, что, ну, ничего такого непосильного нету, ничего страшного, и потихоньку, то есть тоже с C-Sharp у меня начиналось, и тоже там скрипты какие-то копировал, помню, блогера кого-то смотрел, копировал, офигевал, что он не работает, то работает, то не работает, ничего Да. практически не понимал. Ну, короче, понимания было ноль абсолютно, и тем М. более, что оно как-то вообще меня, ну, я не знаю, слишком Unity — это вообще другая вселенная, и оно и так вот, ну, сама по себе очень нуждает большое временного как бы инвестирования, вот. Но как-то я, короче, посидела, что то я поделала и поняла, что, наверное, мне как-то не очень весело делать игры на Unity и кнопочки кликать, и как-то мне больше интересно узнать, как это все
под капотом работает. И, Точно. и все-таки, да, я очень быстро поняла, что это оно, что мне это нужно. Мне уже было типа лет 19, и я еще тогда случайно параллельно узнала про существование хакатонов. Я одного чела как-то вписала, он рассказал, какой он офигенный хакатончик. И типа надо было как-то мне тоже в эту всю тему вливаться. И вот я узнала свою будущую команду тогда в 19 лет. И мы потом несколько лет хакатонили постоянно. И вот мой лучший друг Эмиль, это вообще мой как бы был, скажем так, стартовый. Вот и когда я начинаю Ментор. думать, а? Ментор. В каком-то Ну, смысле, да. типа, ментор, да, и я очень была сильно вдохновлена тем, что он уже умел тогда. То есть мы были одного возраста, только он уже сразу как бы с детства прогал, он с детства знал, что это такое. И я вот смотрела и такая, вау, типа, пипец. Да, да, А да. мне казалось, что я и он, это вообще там километровые расстояния. И Я до сих пор себя вот, так чувствую, когда некоторых челов вижу у себя в чате. У меня такие есть. ну, Это жуть вообще. какая-то, ну, Думаешь, оно столько еще никогда не учиться. пройдет, наверное. Просто Это сейчас да, я хотя Маш. бы Я думаю, уже что да. я могу понять и почувствовать свой опыт и свои знания, хоть какие-то, а тогда это совсем у меня был прям вообще чистый старт. Я вообще ничего не знала Да, про да, да, да. программирование. И он в свое время в школе, как школьный проект, написал операционную систему на ассемблере, Ух, и я вообще офигела. И жесть. я Я и уже сейчас знала. офигеваю. Да, я уже Обалдеть. знала, что как бы мне интересно, чем дальше, тем лучше как бы копать, чем глубже, тем лучше. И когда он мне это все рассказывал, я поняла, ну, то есть он потом там мог переключаться уже на JS, что-то на Python рассказывать, а я поняла, что вот нет, вот это все не надо, мне надо, вот где начинается операционная система на ассемблере, мне вот это надо, иначе я не стану такой, как ты. Вот, и так как-то получается, что это мой первый хакатон большой, то есть мы там несколько было этапов, мы выиграли там вот эти отборочные этапы, и потом мы выиграем финальный как бы этап, и ну все, я уже в аэропорте рыдаю, у меня первый раз такие огромные Класс. деньги в 19 лет, и я сижу, читаю книгу Зубкова по ассемблеру, потому что все, надо учить Надо, да. ассемблер. И это, собственно, можно сказать, наверное, с чего начинается мой реально путь ну, программиста. То есть И я прям... А? То есть получается, что твой реальный путь программиста начинается как нельзя лучше. Но вот по моему лично представлению, они у меня тоже такие немножко максималистские, хотя не знаю, я так сказал тоже авансом. Вот. Ну, я тоже, вот мне кажется, что ассемблер это очень хороший вклад. В каком плане? Понятно, что ты сломаешь себе зубы там немного на нем. Понятно, что тебе придется немножко посидеть, помучиться с языком, который, по сути, в процессе дальше ты уже использовать, скорее всего, не будешь для реального проекта. Но ассемблер дает базу, то есть просто он дает понимание таких вещей, которые, если ты, ну, не поставишь точки над «и», как бы не расставишь, тебе будет потом сложнее понимать абстракции, потому что, чтобы понимать хорошо абстракцию, ты должен понимать хорошо базу, которая лежит под капотом. Поэтому ассемблер, я не настолько, то есть я немножко тоже учил ассемблер, но я считаю, что этот опыт, там, может, месяца полтора я потратил, он полезен. То есть я до сих пор многие вещи, банально просто вот скомпилированный код, что-то прочитать, ты асм смотришь, тебе уже чуть больше понятно становится. Поэтому, на мой взгляд, твой старт, он как нельзя лучше состоялся. То есть многие говорят, нужно начинать с C, а я бы сказал, ну, хотя бы с C. А в идеале, да, нужно начать с ассемблера, посмотреть, что такое регистры, кэш процессора, там, команды банальные, там, метки, и потом потихоньку уже дальше там идти к более абстрактным языкам, там, C, C++ или что-то еще. Ну, опять же, это если ты занимаешься системным программированием или там программированием игр и так далее, ну, что-то по-настоящему низкоуровневое, да, но даже для вебера хотя бы ознакомиться, не учить, конечно, ассемблер, но там базу понимать, ну, мне так кажется, не знаю, многие не согласятся, я понимаю, но, на мой взгляд, твой старт более чем хорош, можно сказать, идеальный. Я думаю, можно много говорить о полезности или неполезности такого старта. Это все, опять же, да, очень индивидуально. Я не думаю, что людям в веб-разработке реально нужно знать ассемблер, вообще не думаю. Я не думаю, что в каких-нибудь других, типа дата-анализе не нужно знать ассемблер.
Вот, все-таки, если тебе интересно, да, просто, если есть интерес, как это все устроено, то почему бы не начать, как это наиболее легко, да, то есть очень, я очень долго программировала именно на 16-битном ассемблере, Мгм. и писала под ретро, консоль, скажем так, устройство. Вот, потому что, когда ты работаешь на этом уровне абстракции, то сильно проще понимать, как вообще это все устроено, как ты можешь общаться с регистрами, как ты можешь общаться с железом. Ну, вот таком очень довольно прямом, примитивном уровне, когда у тебя еще нету этих API и так далее. И, сам синтаксис, мне кажется, гораздо легче, чем в каком-нибудь C++, да, то есть очень, А в ассемблере это ты имеешь в очень... виду легче А? синтаксис? В ассемблере легче? Да, конечно, вот, Ну, потому что, для кого как? ну Мне да. кажется, это уже ты смотришь через призму своего опыта. И многие люди, например, я тебе открою тайну, многие люди в шок просто впадают, когда видят ассемблер. Очень многие разработчики. Нет, это не, ну, что шок первое. Да, когда любой язык программирования чужой себе откроешь, ты всегда в шок попадаешь. Ну, Нет? смотри, в определенный момент, когда у тебя опыт уже аккумулируется, и ты несколько языков знаешь, особенно если парадигмально они кардинально отличаются друг от друга, например, один представляет функциональную парадигму чистую, да, там Haskell какой-нибудь, другой там мультипарадигмальный, как C++, еще ты ассемблер там где-то видела, то в итоге тебе становится уже проще, даже когда ты другой язык видишь, ты эти концепты улавливаешь, то есть, по сути, тебе все знакомо, ну, просто синтаксис немного отличается. То есть опыт такой, он рано или поздно он приводит к тому, что тебе уже все равно какой язык использовать. То есть ты можешь любой язык там за недельку типа освоить. Ну, да, Я... наверное. Я могу согласиться, что чем больше ты прогаешь, особенно если ты прогаешь на более низкоуровневых языках, то тебе гораздо легче понимать высокоуровневые и гораздо легче усваивать новые языки. Наверное, я могу согласиться. По крайней мере, Ну, как раз с хакатонами, чем больше я практиковалась в программировании, тем чаще приходилось работать с новыми языками, новыми фреймворками, потому что мы обычно всегда на хакатонах делали что-нибудь под веб. м, И... ну вот, А? видишь. Ну вот, видишь как. То есть я когда, кстати, и говорил про веб, я не говорил, что учить веберу как раз-таки асм точно не надо, но просто как концепцию понимать, грубо говоря, что там в процессоре есть кэш, и есть кэш-френдли код, есть не кэш-френдли код. Просто как концепт, чтобы человек умел писать более качественный код. Понятно, что учить ассемблеры ему точно не нужно, я за это и не ратую. Ты думаешь, фронтендеру нужно знать, что такое кэш? Конечно. Ладно, фронтендеру, может, и не нужно. Ну, пожалуй, можно выделить, наверное, вот ряд узконаправленных специалистов, там фронтенд, пожалуй, интерфейсы, кто пишет, и то это тоже вопрос. Их можно, да, отнести к людям, которым не обязательно знать. Но знаешь, вот, ну, 90% специалистов, бэкэндеру нужно знать, как ты думаешь? Я не очень помню, что бэкэндер может делать. У меня первое, что на ум приходит, сервера поднимать. Я Ну, думаю, не нужно. Ну, смотри, сервера поднимать, это, наверное, я тоже далеко не специалист в этих направлениях, но сервера поднимать это скорее история про девопсов или каких-то таких челов. А бэкэндер это человек, который, по сути, организовывает взаимодействие сервера с пользователем и, как правило, работает с большим количеством передаваемых между ними Ну да, данными. ну И да. поэтому, как бы, кэш-френдли, мне кажется, код в этом случае будет очень полезен. То есть просто у тебя все быстрее будет работать. Но я думаю, в целом, то есть понимание, что такое кэш-френдли код, там, многопоточные всякие задачи. Сейчас же как многие программисты говорят, а зачем мне много поток? Сейчас процессор быстрый, он и в один поток хорошо работает. То есть мы в один поток напишем, и нормально будет. Ну, не знаю, мне такое не импонирует. То есть мне кажется, что если у нас есть несколько потоков, а почему бы их не использовать? Мы же можем распараллелить и сделать программу еще быстрее, а Я с тобой быстрее полностью лучше. согласна. У меня пока один поток, но я с тобой полностью согласна. У меня два, но Это, второй, так, знаешь, до кучи прицепил. ну Пока да. тоже, Ну, можно я вот сказать. это сейчас буду на праздниках делать 100%. Это уже надо сделать мне. Мне сил уже нету. Ну ладно, не суть. Так, давай это, чтобы... короче, ассемблер. Потом я начинаю вот это делать, хакатоны делать. И в 20 лет мне везет,
я узнаю про школу 42. Это французская школа School 42. Вот, она международная, и тогда, вот получается, 4 года назад она была в России тоже. И я туда поступаю и, прохожу, сдаю как бы вступительный, скажем так, интенсив, прохожу и начинаю учить C. И вот это все, это тоже как бы второй момент, когда все меняется, потому что это впервые в жизни реально какой-то язык программирования, и ты реально должен делать как бы программирование на нем. Вот, а не так мои вот эти глупости с ассемблером, типа там, о, пиксель появился Не, красный на зачем ты так экране. не уничижай свою работу с ассемблером? Я считаю, что он заложил тебе очень хорошую базу, наверняка. Я просто Ну, уверен в этом. это все равно годы прошли, прежде чем я начала реально какие-то веселые штуки там делать. Так-то вначале это было просто, ой, текст появился в консоли. Ну, Все мы ладно, так начинаем, что делать? да-да. Маш, еще Вот, такой вопрос. А сейчас, я так понимаю, в России уже нету этой школы 42, да? То есть уже... я не Не знаю, знаю. честно, Понял. я не узнавала, но мне кажется, что либо, может, они как-то отделились от этой школы и просто, ну, я не знаю, мне кажется, они уже вряд ли бы оставались под ее как бы, ну, как ее дочка, это скорее всего. Я не знаю, Мгм. я не смотрела. Понял. Вот. Ну и, собственно, там я начинала учить C, и у нас было очень классное задание. Первое — это написать свою, там, ну, по-моему, штук 30 точно было функций стандартной библиотеки C. И Свои, это, да? наверное, Руками, типа, написать велосипеды ну, свои. конечно. О, огонь И это вообще. было, наверное, одно из самых вот полезных, что я вот делала на начальном своем этапе, потому что это очень сильно помогло. Я как бы, я помню, как я мучилась с циклами, я даже не знала, как там вот, ну, там условно было вывести количество, ну, strlen функция, которая Мгм. возвращает тебе длину строки в T, да, ну, не строки, а как бы массива этих чаров. Ну, чар, да. Ага. И я помню, как я с этим мучилась, вообще не знала, как это сделать. И в итоге вот все равно там посидишь 10 часов и сделаешь, и поймешь. И вот это вообще меняет все. Да, да, Очень да, это да. все Вот этот меняет. момент А? ожидания, ты мучаешься, но потом вот это осознание приходит, ты решаешь, Да, и все, так, боже мой, все, я способен, да, я могу это сделать. да, Маш, да, да. тогда сразу, раз контекст как раз вот этот появился про велосипеды, я хотел тебе задать этот вопрос позже, но уже будет как странно его задавать. Вопрос, велосипеды писать нормально? Конечно, нормально. Я не понимаю, просто это разные, наверное, склады ума у людей. Особенно те, которые, ну, мне часто на стримах, естественно, пишут, типа, ой, там создавать велосипед, лучше бы там занялась чем-нибудь полезным. Да, это мне тоже постоянно. Типа, ну, камон, это же ты все равно, выбираешь что-то, чем тебе заниматься каждый день. Не нравится писать велосипед, ты хочешь там только открытия делать. Во-первых, начнем с того, что не всем нам предстоит открытия какие-то, да, 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 да. сделать, Так особенно в они же не современном про... мире. Если бы они про открытие говорили, они же не про открытие, естественно, говорят. Они говорят про то, что возьми СТД. Ты что, дурак? Зачем ты сидишь, пишешь очередной велосипед? Я говорю, Ну братан, это ну я да. же хочу Ой, разобраться, вот. типа, мне Да-да-да. хочется И у понять, как меня было работает эта такое штука. недавно. Я писала парсер улучшенный для своих уровней. И я капец очень была счастлива, потому что я смогла поработать с новыми штуками в как бы такого более современного C++. Я смогла сделать свою токенизацию и так далее. То есть мне было очень Класс. интересно. А мне все такие, блин, да что это такое? Какая-то паленая копия YAML файла. Ай, Лучше бы взяла там вот такие библиотеки. А как они не понимают, что для меня вот такая задача — это наиболее крутой способ себя бустануть, да, себя вот как бы улучшить, свои какие-то пробелы найти. Я там мучилась с пресловутый find if несколько часов, да, потому что я там как-то неправильно передавала аргументы. Но если я это сейчас не научусь, типа, как я этому научусь? Нахрена конечно. мне использовать ну, когда мы пишем
типа не переменную, а используем ауто, Авто, да. чтобы Ага, автоматически ну да-да. компилятор подставил Меня тип. до А сих я, пор например все, А? короче, ругают, что пиши авто, а я там и указатель вот такой вот пишу, это длинный. Ну да, и типа мне так кайфовее. Я очень люблю, когда я понимаю и вижу, что происходит, типа, в коде. Мне нравится, даже если я там, ну, получаю 1000 потом ошибок в компиляторе, мне бы прикольнее, типа, разобраться. И если, ну, кому-то не хочется писать велосипеды, значит, они, наверное, это все уже умеют, и слава богу, но дайте, типа, мне научиться, как бы, зачем вот это их супер важное мнение высказывать. Мне не нравятся велосипеды, блин. Да, да, Типа, а да. мне Ну, нравится. это, вот Я знаешь, кайфую, когда я это делаю. знаешь, это такая тема интересная. Меня всегда поражало, а почему люди... Ну, типа, я знаю ответ на этот вопрос. Ну, мне так кажется, что я знаю ответ на этот вопрос. Ой, сейчас, момент. Короче, мне кажется, что я знаю ответ на этот вопрос. Я не буду, наверное, озвучивать, потому что зачем нам это обсуждать, там, агрессировать и что-то такое. Но, по сути, я думаю, что у людей, у самих, наверное, где-то в глубине души есть тоже желание писать велосипеды. Ну, где-то, знаешь. И вот они, когда видят, они, может, сдаются на этом пути. И потом, когда видят, когда другой человек это делает, они хотят его тоже от этого, понимаешь, отклонить. И говорят, я-то не стал писать, а ты тоже не пиши, потому что я этого не делаю, как бы. Потому что в Я бы, другом... наверное, все-таки психологией тут не занималась, не мне знать, как они там считают, Не да. знаю, а Я думаю, зачем, не нам вот, а знать. зачем им тогда, почему они так заинтересованы? Мне, например, когда я вижу, что человек использует абстракции, все равно, хотя я пишу низкоуровнево, да, но я никому не кидаюсь говорить, пиши там низкоуровнево. Я принимаю просто, человек пишет так, я пишу так, другой, третий еще как-нибудь. Но почему-то есть определенная категория людей, которых очень сильно триггерит. Почему ты пишешь вот так? Ты не должен это делать. Поэтому у меня логично возникают определенные мысли на этот счет. То есть у человека есть какая-то мотивация на иррациональном, скорее всего, уровне, которая вот ведет его к тому, что он начинает трясти человека. Зачем ты это делаешь? Не пиши свой велосипед. Типа. Ну, Ну, не знаю. я не знаю, я просто думаю о том, что людям общаться хочется, и кто-то общается так, кто-то общается по-другому, ну, типа. И мне все-таки приятнее думать о том, что, наверное, они все хорошо уже умеют, они, Ага. наверное, очень крутые программисты, им никогда не нужно было писать велосипед, чтобы разобраться в программировании. Слава богу. Типа, Сто у процентов, всех да, своя все. дорога. Да, да, 100% все они так и... Я, знаешь, я лучше так теперь буду думать. Мне нравится, мне вообще импонирует твоя позиция. Я думаю, мне стоит переучиться и так к ним относиться. Это будет эффективнее, чем то, что я начинаю думать. Потому что я начинаю Мгм. потом вот все вот это вышеозвученное перемалывать, думаю, Да. зачем человек, зачем ты это делаешь? Окей. Ну, вот, короче, Си, велосипеды, хотя в моем понимании абсолютно нет. Писала я раз 5, наверное, свой printf. Ну, знаешь, Си-функцию Конечно, printf, да? конечно, ничего себе, ну, формат строки, Вот, и да, вот база. именно после нее, когда я написала ее раз 5, я помню, как я сделала это, уже по сути на автомате, потому что я просто знала, как надо мне писать ее. Мгм. Я это сделала и такая, да, я умею программировать теперь. Вот, это вот все. Это, то есть, очень много лет я стучалась в закрытую дверь, я типа писала что-то там C-Sharp, не C-Sharp, ассемблер, но вообще не понимала, что такое программирование. Вот мне часто ребята пишут, офигенные просто, которые школу заканчивают, да, и так далее, они там, не знаю, кодят с 13, с 10 лет, я вообще я не понимаю, как могут дети быть такие крутые. Ну вот, они Да-да, у меня пишут, тоже такие и есть. они там уже вообще где-то, вот знаешь, на каком-то невероятном уровне, а еще даже в универ не поступили. И вот бывает, наверное, что у человека просто рождается, и он уже понимает, а мне прям было очень тяжело разобраться, как начать, знаешь, не просто ты сидишь перед монитором и такой, так, посмотреть типа туториал, как это уже кто-то сделал, посмотреть уже код написанный и скопировать, или как-то вот самой, а как это самой, а типа что это, как программировать. Это было вот очень долгое время было именно такое, и потом, как вот я написала последний printf в своей жизни, я такая, о, все, это точно надо, вот так надо делать программирование, да, и тогда после этого я прям стала кодить, вообще решать какие-то задачки сама, там, 8 королев, там, пинг-понг написать, ой, понг просто написать, да, свой, с какой-то библиотечкой графической. То есть вот что-то оно пошло, и пошел процесс, и это мне уже, считай, 20.
лет, 21. Я ухожу из школы после года, когда я уже поняла, что там просто вот в начале C, C++ идет, и потом ответвление, ты типа можешь выбрать какие-то дальше направления, что ты хочешь делать, но я уже сразу знала, что мне нужно именно учить, как движки писать, надо больше этого делать. Я поняла, что мне нужно брать репета по математике, потому что у меня абсолютно была никакая математика. И вот я оттуда ушла с таким уже каким-то знанием C, почти нулевым знанием C++. И я начала просто пилить свои проекты, начала ходить на игровые хакатоны. И я из-за того, что была очень, очень самостоятельна в этом пути, я еще тогда познакомилась с демо-сценой. Для тех, кто не знает, это такая очень интересная культура из 80-х. Она возникла еще до появления нашего как бы типичного интернета. На BBS-ках это были такие как бы стены, ты мог к ним подключаться через телефон, да, вот, ну, типа телефон являлся твоим как бы передатчиком информации. Блин, говорю глупо, но, надеюсь, понятно. Вот, и там были такие стены, и люди могли там писать всякие там новости, я не знаю, о погоде, какие-то конкретно там по IT-темы. И очень много было пиратов, которые пиратели контент какой-то и раздавали его, да, ну, то есть, как мы все это, наверное, знаем, как это бывает. И, собственно, это было еще, ну, до появления 3D-ускорение, как это у нас, 3D Ну, acceleration, да, да, 3D-ускорители, они в 90-х где-то там, когда Вуду вот это в все появилось, да, да. 96-м самый вот, В так 96-м, да? скажем, известный Вуда появился. Да. Это была 3D FX компания, которую потом NVIDIA купила. Да, да, да. Такой. Ныне все уже ныне несуществующее уже. Да, да, да. Легендарное. Ну, да, вот. И, короче, они, получается, были хорошие, крутые программисты, пиратели контент, раздавали его, и было очень много таких крю. И они потом в какой-то момент стали выделяться тем, что начали своим своему спирачным пакетом добавлять такие типа интро-демоки, и, возможно, даже кто-то похоже что-то мог видеть, когда, ну, скажем так, что-нибудь скачивал, да, вот, потому что примерно похожая ситуация существовала и как бы до недавнего времени, что люди добавляли какие-то прикольные такие ништячки к своим пакетикам. Но не суть. Если кто захочет посмотреть, там очень много интересных примеров в Ютубе именно вот с тех времен. Просто пишите crack intro, демо, и вы найдете. И там они просто писали, по сути, на супер старых железах, на CPU, ну, полностью на процессоре, всякие крутые эффекты с названием своего крю, типа мы там вообще, я, Вася, мы работаем, вот это, и всякие разные там взрывы, не знаю, волна текста, и это было очень прикольно, очень аутентично, и как раз считалось вроде как, что эти крю, они между собой соперничали, и кто прикольнее сделает демку, типа тот, значит, круче программист, и, значит, его контент спираченный, там, не знаю, быстрее, надежнее, лучше и так далее, вот. И это очень быстро все-таки как бы, ну, с расширением как бы коммуникации через интернет, телефон, все начало как-то пресекаться, да, подобного рода. Затухать. А культура, она все равно осталась и уже вышла как бы из подполья и стала организовывать такие вот демо-парти, типа вот вечеринки, где, по сути, лан-вечеринки, где люди приезжали с компами, там делали типа всякие вот эти демки, показывали, кто там круче программист. И, конечно, это все было очень-очень прикольно, очень романтично в 80-е, 90-е. Вот, и сейчас это все еще продолжает жить, но уже на более таком как бы высоком профессиональном уровне, и люди уже делают всякие демки на разном железе, и до сих пор есть типа конкурсы по ретро-программированию, Да, да, есть да. конкурсы уже по... Да, 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 да. То есть, по сути, еще позволь, Маш, добавлю. Ну, конечно.
демо-сценер просто простым еще языком, если что, это люди, которые в очень ограниченных по ресурсам условиях делают невероятные вещи. То есть, как правило, это просто какая-то, ну, ролик, который наполнен какой-то графикой, и смысл в том, что у этих людей очень ограниченное, например, там, количество памяти, то есть буквально там обычно килобайты, насколько я знаю, я не очень погружался в эту тему. Есть разные условия, но вот, допустим, А, если мы с тобой возьмем очень популярные компы 80-х, да, вот есть, может быть, ты знаешь ZX Spectrum, Спектром, да, конечно, это конечно. Ага. вот, есть Commodore 64, Мгм. и и они были оба выпущены, по-моему, в 82 году, Не вот, просто припомню. один там, Commodore был по Америке, да, Spectrum был больше По Европе, Англия да? и Европа, наверное, не Мгм. знаю, Спектрум вот. даже у И нас, насколько я знаю, был даже в России очень популярен в свое время. Ну как, не то чтобы приставка Dendy, наверное, популярнее была, но в целом он попадался у людей еще в 90-е годы. То есть был, когда еще IBM был чем-то вообще запредельным и недоступным Мгм. для большинства Мгм. обывателей, то Spectrum был таким решением, как бы более... Но, опять же, это, как правило, была прерогатива людей, которые могли еще его подключить, потому что, насколько я помню, подключение там тоже нетривиально. Это надо было, чтобы у тебя папа какой-нибудь механик, там, ну, типа техник был. Ну, не знаю, у меня есть спектрум, я его подключаю так нормально Офигеть. к телевизору. Ну, Огонь. сигнал, правда, надо это там настраивать частоту настраивать, но не суть. Короче, спектрума 48 килобайт RAM, да, а у Командора 64 RAM. И вот ты прикинь, ну или там, допустим, неопытный слушатель, посмотри, сколько у тебя там картинка JPEG Да-да-да. занимает. JPEG у тебя не влезет, скорее всего, могу спойлернуть. Не влезет, не Да-да-да, влезет. в том-то и Ну штука. вот, А как люди раз, целые ролики да, умудряются, то есть с эффектами, там взрывается что-нибудь, да, как да, Маша правильно да, да, сказала. Это да, космос. Я это когда на очень это круто. смотрю... знаешь, еще, кстати, есть очень популярный, наверное, самый вот хайпанувший за последние годы от демо-сценеров, ну как, это не ролик, это целая игра, которая уместилась, по-моему, в 128 килобайт или 256. Короче, там просто вот символическое какое-то количество памяти, но там, по сути, полноценная игра, которая вот у меня такой графики еще в движке нету. То есть просто за волосы берешься и думаешь, господи, ну как, есть еще программисты в этом мире, которым не Мгм. все равно, сколько там памяти потребляется. А не купи вот эту историю, купи себе еще, у тебя нету RAM, пошел в магазин, покупай себе новую оперативку, докупай, типа. Да. Вот это Кому-то как еще не раз все тоже, равно. что вот почему я вообще об этом стала рассказывать, потому что вот как раз вот в эти 21, наверное, я стала еще больше вот в этого вникать, и уже какое-то было понимание о программировании, и я уже поняла, что да, это вот та история, где мне точно нужно себя вот видеть, потому что это что-то, что очень сильно увлекло, и это на самом деле уже было далеко от The Beginner's Guide и вот этого моего как бы впечатления о том, что надо делать игры. Мне уже было плевать на игры, я хотела просто разбираться, типа, что там вообще с пикселями происходит, как это вообще возможно, да. Вот, и Твой реально как буфер, да, бы куда там вообще все тоже, попадает. тоже, кстати, классная вещь, что люди не очень, мне кажется, часто понимают вот эту историю, потому что мне на стримах, у меня самый популярный вопрос это, а какая игра будет? Типа, что за игра будет? И я такая, не будет, типа, не будет игры. Вот, и это такая, да, вот, скажем по-прикольному, уровень абстракции, который, наверное, надо прожить, надо понять, что вот не всегда хочется тебе именно игру сделать. Мне хочется именно Да, 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 разобраться, да. как наиболее прикольно код писать. Вот это вот то, что мне интересно, и как наилучшим образом понимать вообще, особенно графические карты, ну и в целом как бы процессор, там твой компьютер, потому что это очень интересный мир. И как раз демо-сцена и вот история об этом, она очень сильно мой вектор определила, потому что я была в шоке, типа, что вау, вот они тогда это делали, у меня сейчас есть вообще вся мощь на свете, да, то, что они даже не представляли, наверное, что, ну ладно, представляли, но типа у них просто такого не было, да, а у меня есть Да, сейчас да. вся мощь этого мира в моем системном блоке, и вот я могу тоже что-то прикольное делать, тоже какие-то там, знаешь, типа пушить лимиты или, ну, типа
за пределы выходить дозволенного, и вот это очень сильно меня обрадовало и увлекло. И самое прикольное во всем этом, что даже сейчас вот я работаю в Эгософте, это игровая компания, они делают космический симулятор с 90-х, да, и я работаю там программистом движков, и очень многому там нахваталось, естественно, и пришло наконец-то сейчас такое осознание, что даже в современном мире, имея всю мощь этого мира в системном блоке, ты все равно работаешь с, а, как это сказать, ты работаешь с а, чем-то, что очень сильно ограничено, наверное, очень тупо звучит, я попробую сейчас раскрыть, что типа ты в любом случае, что бы ты ни имел, ты всегда пушишь свой компьютер к максимуму, ты выжимаешь из него максимум, и мы даже в 21 веке сейчас все равно Да-да-да. находимся в ситуации, как и тогда, когда каждый байт важен, каждый Все байт равно, важен. да, потому что все равно с ростом технологий увеличивается там качество компьютерной графики, качество всего, то есть увеличивается, и мы все равно вынуждены думать о производительности. То есть если мы о ней не думаем, Конечно, да, мы получаем там очередные проекты, не будем называть их, да, которые имеют много проблем с производительностью. Никому не точно. хочется идти бежать компьютер за $5000 покупать, как бы. Вот, Мне как и это ты видится, как история, что все-таки разработчик должен немножко думать о том, что есть люди, у которых обычный средненький компьютер, и им тоже охота поиграть в игру, и они должны иметь возможность поиграть в нее. Я вот согласен, да, Вот что именно к лимиты... этому я хотела привести, что у тебя, даже несмотря на то, что ты сейчас можешь делать типа рейтрейсинг, там выжимать какие-то охренительные global illumination техники и так далее, и вообще типа гиперреализм у тебя в графике, но у тебя всегда есть вот этот максимум, и у тебя есть вот этот как бы минимум, потому что игры играют разные люди, у многих очень-очень плохое железо. Ну, то есть такое средненькое, да, и тебе при этом надо делать разные трюки, оптимизацию ситуаций, при которых там хорошее железо может вот это себе позволить, плохое вот будет вот так работать, и при этом оба варианта должны выглядеть хорошо, да, и это очень круто, это мне кажется, добавляет вот меня, когда я об этом думаю, у меня сразу понимание, представление, что это, бесконечное, потенциал к развитию, да. То есть это как будто бы для меня эта история, она никогда не имеет конца, и можно всегда в ней копаться, все время пытаться что-то улучшить. И вот это что-то, что, короче, классно, когда в жизни есть что-то, что настолько сильно увлекает. И вот это вот у меня с этим так, Я да. согласен с тобой, Маша. У меня, по сути, то же самое. Знаешь, и мне когда спрашивают, вот почему на этом сижу по 12 часов, ну, сейчас я, к сожалению, к огромному практически не прогаю, там, корейские у меня все дела, неважно. Вот, но когда я сидел вот эти 4 с лишним года, и я прогал там вот просто сутками, да, напролет, и сидел, прогал, и ко мне тоже часто люди заходят и говорят, откуда у тебя мотивация, там, откуда ты дисциплинированный. Я говорю, ребят, я самый недисциплинированный человек в этом мире, наверное, вот самый, просто мне это нравится. Когда-то в детстве я играл в конструктор Лего, типа собирал. И вот для меня программирование очень во многом, даже по ощущениям, я ловился на мысли, что по ощущениям похоже, как будто у меня огромное количество вот этих всех инструментов, деталек Мгм. лежит, и я могу из них просто все что угодно. И нету действительно дна, нету, то есть нету конца и края, можно все что угодно типа сделать. То есть программирование это такой, с одной стороны, инженерный, с другой стороны, абстрактный инструмент, потому что у нас сзади, грубо говоря, счетная бесконечность алгоритмов лежит, и мы вольны, то есть просто все что угодно создать. Это, да, это кружит голову. То есть это порождает как раз-таки... Слушай, тогда вопрос, как раз два, наверное, вопроса. Мы немножко проскочили, просто не хотел тебя перебивать. Ты говорила с эмоциями. Вот, первый вопрос про талант. Вот ты упомянула, что мне кажется, что мне трудно дается, ну, я про тебя сейчас говорю, да, твои слова, то есть мне нужно больше там времени проводить за какими-то задачами, другой человек как будто бы сразу родился с чем-то. Твое мнение, есть ли вообще талант в принципе и насколько он важен, вот конкретно талант в программировании? То есть есть вот люди, которые, ну, я так понимаю, что есть, да, и если да, то насколько это важно?
Я не знаю, еще не определилась с вот этим мнением на этот вопрос. Я все время, знаешь, о нем, когда так задумаюсь, по-разному все время какие-то себе ответы накручиваю, но ощущение, что если чисто по моему опыту судить, я как будто бы склоняюсь к тому, что бывает только труд. Нет таланта, бывает только труд, и Я думаю, так же. просто мотивация, дисциплина, труд. И как раз мне кажется, что отличает меня от, допустим, ребят, которые мне пишут, еще там школу не закончили и уже офигенные прогеры, только то, что они раньше нашли эту мотивацию. Совершенно верно. Они Вот. просто раньше начали, вот и все. Вот и все. Ну, Я с тобой абсолютно солидарен. мгм. Вот, они просто им повезло увидеть вот в этом свет для себя, да, вот интерес, и это очень круто. И мне реально, вот если я вспоминаю там свои подростковые годы, это было очень такое дремучее время. Я очень рада, что я из этого выбралась, и это классно. Классно, что такое случилось со мной, вот, потому что могло, наверное, не случиться, и, наверное, не у всех случается. Вот так вот. Да, да, я уверен, что не у всех. То есть я тоже, ну, в частности, в программировании себя довольно поздно нашел, и я тоже счастлив, что хотя бы я в этом возрасте к этому пришел, а мог бы вообще вдруг я бы совсем закопал бы это. Я сейчас счастлив, что у меня есть такое дело, ремесло, я даже как могу это ремеслом своим назвать, то есть я к этому так отношусь, я его как вот холю, лелею, каждую крупицу знаний собираю, по чуть-чуть развиваюсь, вот. Мгм. А, так, Маш, еще такой вопрос тогда, как раз-таки примерно вот в канву всего вот этого таланта. Сейчас я подсмотрим. Ну еще были вопросы как раз-таки касательно хакатона, но ты уже частично ответил. Хотел у тебя спросить, есть ли люди, с которыми ты до сих пор общаешься, но я так понимаю, ты упомянула человека одного, которого назвала лучшим Эмиль, другом конечно, до сих Эмилька, пор, да? я уверена, что он посмотрит это видео. Эмиль, привет, я в телевизоре. Вот это всё. Он вообще супер, конечно. Мы очень хорошие друзья. Супер, Чё супер, шикарно, что вы проносите эту дружбу сквозь года. Да. Так, еще, вот сейчас я помню, что к таланту я хотел еще что-то спросить, тоже такая тема животрепещущая, постоянно у меня споры, я просто не верю в талант, вообще не верю в талант. Я верю в трудолюбие, в мотивацию, что вот человек, когда мотивирован, у него есть какая-то большая цель, у него будет и мотивация, если он горит этим делом, он будет развиваться. А остальное это вопрос действительно точки отсчета. То есть кто-то просто пораньше эту искру в себе нашел, кто-то, ну, к сожалению, попозже, ну, как есть. То есть, по сути, я не верю в то, что вот один человек там в 20 раз быстрее выучит плюсы. Ну, не верю. Даже вот чисто эмпирический опыт показывает, что так не происходит. Люди все сидят, Мгм. мучаются, пока что-то Мгм. поймут. Так, это уже, по сути, тоже ты ответил на этот вопрос. Да, вот, наконец-то я вспомнил, точнее, не вспомнил, а подсмотрел. Сорян. Это мы уберем. Маш, смотри, ты сказала, что ты продолжаешь, ты начала заниматься с преподавателем математикой, да? И я так понимаю, что ты до сих пор продолжаешь это делать. Скажи, пожалуйста, почему ты это делаешь и почему ты считаешь, ну, очевидно, что ты считаешь, что это важно, почему для программиста важна математика? Ну, все, пожалуй, началось, с того момента, когда я начала писать свой первый Doom, и когда я столкнулась с тем, что я вообще нифига не понимаю тригонометрию. И я ревела 5 дней, 7, наверное. У меня была такая тетрадка, где я писала алгоритм, такой еще, знаешь, более упрощенный, ну, не оптимизированный кармаком, да, такой упрощенный для чайников алгоритм, как сделать свой рейкастинг. Вот. И я Баундинг писала. бокс? Баундинг бокс? Нет, рейкастинг — это как Doom, псевдо 3D. Ты имеешь в виду, ну, по сути, это Bounding Box включает в себя, скорее всего, ну, коробки там, типа, пересечения линий с коробками, да? Нет, нет, По-другому? это у тебя есть, вообще, я очень быстро могу это описать. У тебя есть, на вход подается карта уровня, скажем так, состоящая из нулей и единиц. Единицы — это стены. Ты это парсишь, смотришь, у тебя где-то на какой-то позиции персонаж находится, и от персонажа, вот представь вид сверху, у тебя персонаж, стена, ты пускаешь кучу лучей, это если мы говорим про неоптимизированную версию, скажем так, у тебя есть какой-то шаг, да, там Мгм. есть возможность этот шаг увеличивать, и
тем самым пропускать много-много итераций, но тем не менее, вот говорим о простом, да, ты вот делаешь шаг и смотришь, есть ли стена, делаешь шаг, смотришь, есть ли стена. Дошел до стены, остановился, смотришь, какая у тебя длина луча и как у нас работает перспектива, да, что дальше, тем оно меньше, да, и ты вот просто смотришь и делаешь как бы соотношение, и тем самым рисуешь, скажем так, вдалеке тоненькую стену, а по бокам у тебя будет шаг же, ну, типа, вот так он расти будет, да, и у тебя получится вот это ощущение пространства. Вот тебе весь алгоритм. По сути, ты все упрощаешь до плоскости. То есть, чтобы с 3D не париться с коробками, по сути, все на плоскости Ну, берешь уже неужели ты ключи. не про Doom не слышал? Это же не 3D. Не, я типа слышал, но я почему-то думал, что это все равно Raycast, он же и в 3D вроде используется. Ну Разве да, нет? ну так это же это просто название как бы метода, когда Ну, ты я понял. пускаешь Ну, луч. я понял. Короче, суть в том, что именно на плоскости у тебя был. Понял. Ну, круто, нифига себе. И ты, Вот, и но ты это говоришь, были, что да, ты почувствовал себя программистом только когда F-string написала. Мне кажется, это круче, чем F-string. printf. Не, ну Printf. с printf просто другое было. Я просто тогда научилась, программировать, как бы писать код А, это без того, раньше, чтобы я это раньше смотрела. было. Printf был Да. раньше. Все, Конечно, понял. конечно. А Окей, потом тогда понял. уже Wolfenstein случился. Это Wolfenstein было до Дума, да, то есть это я так Doom говорю, потому что обожаю эту игру. М, Но вообще Я это тоже. вся вот идея Кармаком была реализована еще в Wolfenstein 3D. Вот. И ам, я очень сильно этим впечатлилась. Я настолько сильно этим впечатлилась, и плюс я еще очень сильно боялась 3D. Я так сильно впечатлилась, что я решила, буду типа свои версии Wolfenstein 3D писать, пока я не пойму, что я реально научилась это делать. И это была очень длинная история. У меня была тетрадка. И я писала вот этот алгоритм, записывала, пыталась понять, нифига не понимала, вообще тригонометрия не шла. Я очень много плакала, я думала, что вообще ничего не получится, никогда на свете не получится. Нет больше мне столько уже лет прошло, а ничего не получается, и так грустно стало. Вот. А потом как-то все-таки опять там, да, неделю пописала, поплакала, всю эту тетрадку за неделю исписала. Она у меня, кстати, тут лежит как напоминание, мой крест. И все, и в итоге потом получилось, и потом снова получилось. Но я тогда поняла, что вот это надо, математика нужна, если хочешь Ну это да, делать. да. И когда я уже работу получила, там-то я совсем уже во все это вкинулась, там сразу у меня началось и 3D-разработка, я получила работу, Ну да, очень да. Вектора, матрицы, повезло все мне. дела. А? Вектора, матрицы, все дела, там скалярное произведение, да, и Конечно, да, ну поехали. это да, но плюс потом же очень у нас много все-таки штук, связанных с графическими техниками, да, там для теней, для света, для как glow, это у нас, ну, Ну, типа вот свечение вот это, glow, да. Ага, свечение, да. glow, как-то Все по-разному везде называется. есть математика. Когда ты читаешь о Да, какой-то технике, ты читаешь статьи научные, тебе надо знать, что такое никуда не убежишь, совершенно интегралы. верно. Нужно сделать цвет, даже фон Глайд банальный, все, тебе уже скалярное произведение, нормально надо понимать, тени, тем более там еще больше векторов, ну, чуть-чуть побольше векторов надо считать, 100%, да. Короче, я где-то хороший комментарий прочитала по поводу вопроса для графического программиста, ну, или программиста движков, графического программиста. Все-таки это, если как бы мы делим, да, программист движков и программист графики, Рендеринг, это да-да-да. Немножко все-таки, разные, да, разные, разные. разные штуки, но обычно, когда мы пишем движок свой, мы делаем все, Все равно, поэтому да, как бы надо не убежишь знать от этого. все. Ну вот, и я, да, прочитала комментарий хороший, что а, не надо знать математику, но надо уметь ее учить. Вот, и я так считаю тоже, Надо что уметь учить... Так, подожди. Над этим надо подумать. Не надо знать математику, но нужно уметь учить математику. Но если ты учишь, ты неизбежно приходишь к знанию, типа. неправда. Я не Ну-ка, согласна, я тому ну-ка. пример. Я нифига не знаю математику. Я могу, Нет, правда, сейчас я не верю. что-нибудь... Я не верю. Ну, Не может такого быть. я не знаю. Мне кажется, что это тоже, знаешь, как бы
отдельная вещь для отдельной жизни, которой у меня нет, к сожалению. Я могу хотя бы на своем каком-то таком базовом уровне что-то уметь, понимать. Вот, ну, мне просто нравится идти по программе, да, там я начала со школьной программы, со всех там треугольников, геометрии какой-то базовой и алгебры. И сейчас вот уже там дифуры решаю, все вот это. Мне просто нравится идти И ты по говоришь, что ты не программе, знаешь которая... математику. Маш, ты просто максималист, который мне фору даст, я понял. Не, ну я правда, мне не, нереально, как бы, если мне кто-нибудь какой-нибудь вопрос задаст, кто разбирается в математике, я буду очень сильно пугаться, и я реально, просто то, что я могу делать, это я могу вот заниматься 2 раза в неделю, платить денежку и как-то потихонечку, маленькими шагами себя к этому вести, и сильно лучше уже сейчас, конечно, чем было, потому что, по крайней мере, моим уровнем можно читать статью и понять, типа, что там происходит. Я, скорее всего, никогда в жизни не смогу сама какую-нибудь формулу вывести, ну или что-нибудь выдумать Но это уже такое, высший уровень новую математики, когда ты технику. открытие делаешь. Понимание математики, мне кажется, уже есть. Ты читаешь статьи, я, например, не могу статьи, ну, большинство статей, только какие-то школьные, тривиальные смогу прочитать. А так, если мне какая-нибудь там теория категорий попадается, у меня все, там шансов нету, как бы. Я даже не знаю, что это такое, так что, видишь, мы с тобой не так далеки. Я думаю, у тебя определенно побольше. Мне вот, знаешь, я тоже человек максималист, по сути, но мне почему-то достаточно комфортно с теми знаниями, которые у меня есть по математике. У меня тоже были большие пробелы. Естественно, когда я начал заниматься разработкой движка, тоже все это рендер. Понятное дело, все эти пробелы моментально вскрылись, и мне нужно было заново переоткрывать такие вещи, как линейная алгебра со всеми этими векторами, матрицами, преобразование, там, скалярное, векторное произведение векторов, и же с ними. И я как-то вот более-менее базу такую сформировал. У меня глубинного, прям очень глубокого понимания нет, но мне комфортно пока с тем, что есть. Я хочу дальше развиваться, но в целом я не чувствую, знаешь, такого комплекса, как раньше. У меня прям был тоже вот этот голод, какой-то комплекс, что, блин, я не знаю математику, мне нужно понять, как вот цвет, типа, делать, какие-то нормальные там вектора, то есть, а скалярное произведение вообще не понимал. То есть я читал, смотрел на эти формулы, мне просто вот непонятно было, пока я там теорему косинусов полностью вот прям вывод, короче, не посмотрел, все, короче, углы, все отрезки, и потом, да, я понял, что вот оттуда угол берется, и вот из этого выводится формула. Тогда мне стало спокойнее немного на душе. Но в целом сейчас вот я понимаю, что я очень слаб в математике, и в линале тоже слабоват, но плюс-минус я достиг какого-то условно комфортного состояния, вот этого, что, ну, я что-то знаю, какой-то минимум я себе могу написать. Но развиваться, конечно, 100% еще учить и учить, и математику в частности. Да, вот, да, нечего добавить, типа. Ну, короче, вывод мы делаем какой, что программисту, по крайней мере, большинству, опять же, не берем там фронтенд, большинству программистов математика все-таки нужна, хотя бы на каком-то базовом, да, уровне, Я не дискретка. говорю про большинство, нет, 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 ни в коем случае. Я не говорю про большинство, я говорю про то, если ты хочешь графику делать. Это тебе нужна. Если ты хочешь делать физику, да, тебе нужна и Ну да, да, и в да, да, графике да. тебе нужна и физика, и математика. Но, блин, камон, ну, в дата-анализе нужна математика, 100% там очень Да, жесткая да. математика. Но Обучение нейронок 100% тоже да, математика, да, там да, все да. тоже матрицы те же самые. Но ни в коем случае не нужна, если, опять же, ты с вебом работаешь, я думаю. Ну да. Не, Ну, ну как, дискретку тебе нужно понимать, хотя бы там возведение в степень, остаток отделения. Ты знаешь, что существует, вот, не знаю, в курсе ты или нет, в JS существуют библиотеки, которые подключаются и реализовывают функцию типа остатка отделения, нахождение просто остатка отделения. То есть люди не умеют находить остаток отделения, там, на 2, например. Мне кажется, нет, я не знала, но окей. ну, мне Ну, кажется, окей. дискретку любой программист должен знать. Просто банальные вещи, там, посчитать остаток отделения, возвести в степень, корень, там, ну, такие вещи, мне кажется, должен по-любому знать. Нет? Да, наверное. Ну, не знаю. Все это, конечно, надо знать, надо знать. И я не думаю просто, что бывает по-другому, когда человек идет в программирование.
так или иначе Боюсь, это что должен боюсь, что волновать. бывает. Боюсь, что Блин. бывает. Маш, вот, да, шоковая ситуация в том, что бывает вот такое иногда, что вообще непонятно, то есть зачем. И некоторые люди, они прям мучают себя, они прям вот, ну просто им как бы хочется, потому что, ну, привлекательные зарплаты, все это на хайпе, интересно. И я помню, что ко мне заходил вот один человек, он вообще откровенно сказал, он говорит, ну, мне все это вот в код весь, он мне не особо интересен, но в зарплату хорошие. Я говорю, братан, Да-да-да. Нет, я братан, таких тоже ты сейчас людей себя, вот встречала. если оно тебе уже не интересно на старте, ты не представляешь, сколько тебе придется учить всякого неинтересного, ты выгоришь, посмотри, еще есть Я масса не я других не я не направлений. я не представляю, как такие люди справляются. Я Я тоже много не на представляю. хакатонах я много на хакатонах таких встречала, которые На, типа: хак... "Блин, пипец, на хакатонах? программирование отстой, деньги клёво". Боже Но мой, а это что ж они там такая делали? это такая фрустрирующая работа, пипец. Конечно. А Это так что? нужно. Подожди, а как они были на люди, которые не любят программирование на хакатоне? Как такое может Потому быть? что деньги крутые. Я понял. Они типа в надежде куш сорвать. Ё-моё, Ну, блин. так и, наверное, срывали, раз они продолжают это есть. А откуда, если им не нравится программирование, у них и скиллзов-то, наверное, нет, чтобы срывать что-то? Или как это Да работает? неправда, это могут быть студенты тех вузов, там они учат программирование, сами чё-то Но кодят, но при этом при этом они ненавидят его. ну, типа того, но это же нормально. Часто люди делают работу, которую они ненавидят. Блин, ну это грустно на самом деле. Я вот всегда топлю за то, что делайте то, что вам нравится. Выбирайте что-то вот по душе, чтобы у вас реально горело внутри и вело М. вас вперед там к целям. Ну, ладно, да, это уж как бы на откуп оставляем, каждый сам решает, что ему надо. Маш, еще такое маленькие пару вопросов, буквально про твою вот деятельность именно как контент-мейкера. Как ты вообще к этому пришла? Просто немножко, почему в какой-то момент ты почувствовала там, наверное, тягу, что тебе вот хочется Мгм. делать контент, стримы в частности вести. Стримы вообще контент специфический, я считаю, то есть ты, по сути, не имеешь права на ошибку, ну, как вот мы с тобой сейчас сидим, да, Да, записываем, у нас есть конечно. право на ошибку. А стримы ты, по сути, вот предоставлен аудитории в текущем моменте, и то есть все Да, происходит в реальном ты времени. ты Почему не ты видел, решил? сколько раз я просто сижу перед, моником часами и туплю, вообще не знаю, чё делать. Да как-то люди смотрят, продолжают, так что Я тоже я иногда не не понимаю, я здесь сижу, пишу этот код, там что-то горю периодически, ну кому-то нравится, и дай бог. Да. М. Да нет, ладно, я не знаю, просто смотря какая ошибка, наверное, о какой ошибке ты говоришь. Если бы я там чё-нибудь, знаешь, условно, если бы я кого-то там оскорбляла случайно, да, это была б капец ошибочка, но, Да, я вот к вообще черту. не переживаю о том, чтобы ошибаться в плане, когда я код пишу, потому что это в целом, наверное, из-за того, как я начинала и как из-за того, какая у меня была, и есть низкая самооценка, я сразу понимала, в какую среду я попадаю и с кем я там буду встречаться. И это, как правило, всегда люди очень гениальные, очень уже хорошо, понимающие, как работает код, хорошо понимающие, как они работают, что они хотят делать. И особенно, когда мы говорим о программировании движков. И если бы я боялась выглядеть или звучать глупо, я думаю, что я бы вообще закрылась в комнате, никуда бы не выходила, ничего бы не делала, ничего бы не писала, не стримила тем более, потому что, ну, если ты, типа, боишься чего-то, ну, значит, ты не делаешь это. А как бы Я я с тобой просто знала, что полностью да, согласен. я могу что то не знать, я могу делать тупые ошибки, ну, типа, если я их не буду делать, я никогда не научусь, и все. И это надо просто перейти, так, знаешь, задержать дыхание, переступить и, ошибаться, позориться, ничего страшного. Мир на этом не заканчивается, а код мой становится лучше. Ну да, О. да, совершенно верно. Слушай, ну Мгм. тут просто, если позволю, наверное, комплимент, что невероятно, ты вот меня в частности подкупаешь. Я очень ценю в людях искренность и то, с какой легкостью ты говоришь про то, что у тебя там есть комплексы, меня это, ну, это невероятно просто. Сейчас очень мало таких людей. Люди, как правило, в основном, наоборот, склонны кичиться, как-то приукрашивать там свои заслуги, да. А ты вот так легко о таких вещах говоришь, это супер круто вообще, и при этом ты очень смелый человек, то есть ты идешь вперед, ты, как ты говоришь, ты делаешь и продолжаешь делать, просто очень круто, ну, дорогого стоит. Да, я думаю, это просто как бы опять индивидуально все. И меня просто очень, как я говорила, я очень впечатлительный человек, и, я очень сильно умею испытывать, переживать негативные эмоции.
И, наверное, с годами я научилась с ними работать, и наилучший способ, как мне справляться с негативными эмоциями, чтобы мне не было так паршиво, а мне бывает очень паршиво, это вот, ну, уходить в работу, делать как можно больше прикольного. Когда я сама радуюсь, мне потом вот, ну, все плохое уходит на задний план, и это действительно, ну, я знаю, что у меня есть трудоголизм, у меня очень плохо получается с людьми контакты находить, и я вообще, ну, могу по очень долгу работать, потому что это очень сильно мне помогает именно как лекарство справляться с плохими мыслями и эмоциями. И, собственно, YouTube, он так и появился, потому что я была очень сильно в себе разочарована, наверное, в профессиональном плане. Я работала уже в Эгософте, наверное, год, и больше, даже полтора, когда YouTube появился. И у меня там очень такой как бы пузырь вырос, потому что у меня маленькая команда разработчиков движка, и все там, как бы, скажем, старше меня сильно, и у меня не получилось выстроить каких-то очень сильно таких дружеских контактов, и Мгм. они все очень профессионально, ну, может, это и хорошо, что они остались профессионально рабочие, вот, но я всегда себя очень профессионально чувствовала одиноко. И, эм, и я не знала вообще, как оценивать свои навыки. То есть я уже писала Anthrax AI, это название моего проекта, да. Я уже его тогда писала, я делала это просто как бы, что улучшить свои навыки, узнать больше про вулкан. И это был тогда 2D-движок, но я писала его без такой как бы обсессии. И, собственно, я думала о том, что неужели я типа одна в этом мире, кто увлекается движками, как же мне грустно, кто я вообще, какой я программист, мне вот, ну, типа, да, на работе не увольняют, платят деньги, но я не знаю, насколько я вообще, вот я пишу свой движок, и ощущение, что я ничего не знаю, типа, я очень начала как бы в этом закапываться, я начала очень сильно в себя уходить, а когда я в себя ухожу, это обычно очень плохо, я там, знаешь, просыпалась утром, смотрела в зеркало, такая, блин, я так ненавижу себя, типа, моя жизнь, это вообще просто ничто, там, я не знаю ничего, зачем я вообще делаю это программирование, типа, вдруг я там проснусь и мне скажут, ну, типа, фигово ты, ну, короче, много-много вот этого, я могу долго об этом рассказывать, как я себя плохо могу чувствовать. Ну и, короче, я такая, так, все, если у меня есть какой-то шанс еще узнать о людях, ну, рассказать о себе, вдруг вдруг их больше, и вдруг им будет прикольно то, что я делаю. Если у меня есть еще вот этот шанс на такое, да, надо, короче, это сейчас начинать, ничего не бояться. Вот я сделала YouTube и начала делать видео, и очень быстро начала делать стримы. И стримы как раз, видимо, как раз что-то, что очень было интересно аудитории, алгоритмам, и как-то вот они меня после стримов сильно у меня выросло количество подписчиков. И это на самом деле было что-то, что очень сильно меня спасло в этот момент, потому что я была очень сильно а, ментально а, тяжело мне было, плохо. А тут, когда я начала делать стримы, и YouTube. Очень много людей, ну, начало писать мне, и очень много людей из моей сферы, и я реально почувствовала, что я не одна, и это было так важно, и было так важно услышать мнение позитивное, негативное, хоть какое-то о том, что я делаю, и я поняла, что есть еще шанс, я еще могу, и все, короче, как-то стало хорошо, и это стало таким еще, то есть, да, я теперь работаю практически 6 дней в неделю, да, и как бы, может быть, даже 7 иногда, но это стоит того, потому что у меня просто нету сейчас ресурса на какую-то рефлексию, самобичевание, я просто все время такая, надо вот это сделать, вот это сделать. И, короче, меня это очень сильно помогает, и мне реально вот мою психику держит в строю, и я очень счастлива, потому что я могу этим заниматься, я реально расту как программист гораздо более видимо, чем... Потому что работа — это другое. То есть на работе у меня офигенные задачи, я очень счастлива работать, но когда ты работаешь, как знаешь, а, программист, особенно джуниор, ты работаешь обычно, скажем так, с фреймворком, да, у тебя вот есть движок, и ты можешь там фиксить что-то, ты можешь что-то добавить, что-то убавить, да, поменять местами, но при этом ты все равно работаешь уже с какой-то вот готовым фундаментом, ну, даже не фундаментом, это уже дом Ну настоящий, да, 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 да. то есть это целое Вот. архитектурное сооружение, да. Да, да, и ты, не знаю, я вот за 2 года
Очень, то есть я единственное, как могу оценить свою прогрессию, это тем, какие мне стали давать задачи, да, то есть в течение 2 лет моя зона ответственности там с малюсеньких каких-то дебаг Настей. да, Настей, выросла до внедрения фич самостоятельных, да, крутых каких-нибудь SDK и так далее, то есть, ну, или там, ну да, то есть реально крутые задания, Ну класс, вот, нифига но себе. да, но это все равно совсем другое, чем когда ты сам начинаешь что-то писать. Потом, как ты говорил правильно, когда ты сам начинаешь, типа, не напишу-ка я свой там какую-нибудь свою функцию с стандартной библиотеки, или типа свой парсер, да, и это совсем уже другие задачи, которые отличаются от вот этой работы в фреймворке, и которые реально показывают, какой ты программист. И я стала очень счастлива после того, когда я стала делать YouTube, потому что я прям реально смогла понять наконец-то, кто я. Вот. Класс. Звучит очень круто. Ну, я от себя посмею добавить, мне кажется, это только начало твоего пути. И вообще вот касательно вот этих негативных состояний, которые, ну, периодически любого человека, я думаю, обуревают, всегда у нас в жизни бывают такие моменты. Я думаю, что все, по сути, в нас и есть. Все эти состояния, они, по сути, из нас исходят. То есть, на самом деле, если мы очень сильно постараемся, мы можем изменить это прямо здесь, сейчас. Нужно только сосредоточиться. Ну, здесь Господи. и сейчас, это, знаешь, ну, хорошо сказано, но Сейчас это не Маша всегда, звенит. наверное, ты не всегда знаешь, типа, как это вот. Ну, ты смотри, была бы я так же счастлива, если бы за вот уже почти, ну, еще меньше года я делаю YouTube, да, но если бы там у меня было 200 подписчиков, наверное, я была бы счастлива все еще. Но капец, как бы мне повезло, что, видимо, я девочка, и, видимо, YouTube как-то двигает вот эти Ну, стримы и я бы делает не стал на твоем программистов. месте так упрощать, короче, свой успех. Я не думаю, что только вот я девочка там, и я прогаю. Ну, спасибо. Девочек, которые прогают, очень много, на самом деле, которых смотрят по 15 человек. Так что я бы не стал бы умалять твоих заслуг. Маш, и сейчас Ну, извини спасибо, это ради приятно. бога. Да, я просто что хотел сказать, что по сути, мне кажется, корень наших многих бед, вот этих именно которых, ну, эмоциональных, да, он в нас и кроется. То есть часто наши фобии, наши сомнения, они только в нас и находятся. То есть, ну смотри, как ты верно сказала, ты работаешь на работе уже 2 года. То есть можно даже, знаешь, в такие моменты, мне кажется, задавать себе вопросы, что, ну, все же в порядке, меня не увольняют, значит, я ценный специалист. Даже когда ты немножко где-то запутался и сомневаешься, да, ну вот там дядьки ходят бородатые, типа, они больше меня, типа, в 10 раз знают. Но все равно, я уверен, что люди, которые тебя наняли, они это, ну, это не случайность, это умные люди, которые видят в тебе огромный потенциал, и они видят, что пройдут еще годы, ты станешь специалистом высочайшего уровня. И так и будет 100%. Ну, ладно, это такое немножко лирическое отступление, просто мысленно насчет Мгм. того, что ты сказал. Еще тоже вопрос, он, наверное, немножко относится к той же теме математики и в целом какой-то базы, которую необходима программисту. Ну, окей, не всем, я понял, я с тобой отчасти согласен, что действительно далеко не всем, а кому-то там, ну, дискретки, грубо говоря, достаточно. Вот, что называется, база, которая алгоритмы, структуры данных, насколько это нужно сейчас учить и вот там где-то реализовать свой алгоритм, да, или можно просто, Надо, конечно. надо, да? Ну, это же как задачки, которые просто тебя как прогера качают Да, даже. я с То есть тобой вот согласен. я не думаю, что... Да, то есть я проходила пару интервью на прогера графики. Меня только, ну, движков графики. И только на одном меня спрашивали про какую-то сортировку. Пузырьком можно. Ну, типа, Пузырьком? Я бы да, не то есть стал это пузырьком. точно не тот вопрос, который, наверное, тебя зададут на движкового программиста. Ну, конечно, Да, я вряд ли. думаю, там знать, уметь. Это просто, типа, они прикольно тебя же как вот именно твои скиллы качают. Да, да, Всё. да. Ты знаешь, я недавно тоже имел опыт впервые, ну не впервые, я до этого тоже там задачи 3-4 решал на литкоде, но я недавно начал вот решать литкод где-то, когда у меня еще возможность была на каникулах, и я столько пробелов у себя обнаружил, я прямо понял, что это реально область роста, то есть я должен заниматься этим и заниматься упорно. Поэтому я присоединяюсь к твоему мнению, я считаю, что да, обязательно база нужна, алгоритмы, структуру данных понимать, я думаю, любой программист хотя бы на каком-то уровне базовом должен.
Так, ну и да, вопрос, я не знаю, он, наверное, уже не то чтобы очень актуален. Ну, окей, просто, может, какие-то дополнения хочешь добавить, почему свой движок? То есть, почему не взять готовый движок? Ну, там Unity, условно, Unreal, Godot, сейчас вот Я же популярен. уже говорила, что цель не делать игру. Если бы цель Ну была да, делать игру, я бы не писала свой движок и никому не рекомендую, если у тебя цель делать игру. Хотя, да, если это 2D игра, может быть, еще можно подумать, потому что все-таки написать 2D движок не так сложно и э, реально прокачаешься просто как прогер. Но вообще нет, не нужно тебе писать свой движок, если ты хочешь делать игру. Я не хочу все. делать игру. Все, Маша мне не разрешает писать движок для своей игры. Придется бросать. Нет, почему? Нет, это я говорю про просто ты другой пример. Тебе интересно узнавать, как это все работает. Обычно задают вопросы, почему свой движок люди, которые не Я хотят согласен с писать тобой. движок. Да, 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 И да, они да. такие, типа, пытаются подколоть или я не знаю чё. Но, типа, если есть идея, узнать, как работает железо, компьютер, программирование, API графические, конечно, пиши свой движок. Возможно, ты никогда даже не дойдёшь до написания игры. Такое может быть, и ты Да, должен да, на это такое может рассчитывать. То есть случиться, да. нет, тоже может быть приятно думать о том, как я напишу свое MMORPG, да, на своем движке. Но я просто знаю, что, ну, скорее всего, не получится. Скорее всего, я буду писать движок, и это так сильно будет меня все время увлекать, что я никогда не дойду до момента создания игры на нем. А Ну, кто знает. ты хочешь прямо полноценный движок, который будет, грубо говоря, каким-то неким аналогом Godot хотя бы, то есть с графическим интерфейсом, со всякими фишками? Ну да, 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 я очень хочу, знаешь, мне интересно не сам движок писать, мне интересно учиться. И вот мне бы очень хотелось в будущем, да, это вот одна из моих как бы сейчас главных тем будет, это, многопоточность. Я думаю, что с этим я сильно зависну надолго, О, потому да, у что я меня вообще тоже эта тема, вот дальние планы, обязательно Мгм. разбираться надо Да. капитально. И очень сильно я хочу делать прикольные штуки типа map editor, типа, редактор уровней, редактор, объектов. То есть М. я не даже, знаешь, мне вот если я не знаю, в курсе ты или нет, но, последние мои такие как бы большие обновления графические, они были связаны с тем, что я внедрила анимации, и я внедрила, эти point lights, как это сказать? Point light, ну, лампочка, короче, Да. фон лайт Вот, обычно. и Ага, я их могла да-да-да. спавнить, типа, на сцене, их можно было несколько Класс. чисел делать. И вот когда я к этому подошла, это начинался сентябрь, и я поняла, что мой код это жесть. Это с этим невозможно работать, он такой плохой. И я просто решила, что мне вообще пофиг на самом деле на какие-то графические фичи. Я не вижу никакой сложности в том, чтобы прочитать туториал по теням, почитать туториал по Ambient Occlusion и сделать это. И как бы, ну, просто, знаешь, настекать каких-то фич в свой движок, который был тогда на том уровне. Но у меня глаза кровью истекали, когда я смотрела на этот код. И я такая, блин, мне важнее реально делать прикольный код. Мне хочется делать прикольную архитектуру, мне хочется, чтобы оно все было очень такое секси, прикольное и красивое. И я решила просто переписывать с нуля весь свой движок. И вот 3 месяца я уже реально переписываю свой движок. Нет, ты спросила, в курсе ли я? Нет, и не в курсе, кошмар. Слушай, Да, и тогда вопрос. А сколько у тебя у меня строк кода нету. было? А? Сколько у тебя строк кода было в движке? Мне на одном стриме писали, кто-то посчитал, ну, типа, взял прогу, просчитал, М. я не вспомню. Ну, много, там было очень много. Все потом, когда кто-то написал, все такие «Вау!» Офигеть. У меня сейчас около 15-16 тысяч строк, и я бы, честно говоря, не отважился. Я иногда местами, то есть У него там рефакторю было где-то совсем... 30, что ли, я не Ой-ой-ой, знаю. о боже мой. Я бы не отважился, даже 15, а 30... Ну, у меня бывают такие моменты, когда я понимаю, что совсем, ну, вот говнокод лютый, отбитый. Я заставляю себя, надо сесть, переписать, я там иногда удаляю. Бывают довольно серьезные правки, но так, чтобы вообще с нуля... О, боже упаси, это слишком. Я начинал, знаешь, я когда 2D-шные движки первые 5 писал, я тоже их полностью бросал. У меня 5 брошенных проектов, как бы, это вот шестой. Этот я бы уже не отважился, честно говоря.
Я ничего не бросаю, я просто взяла новую в поп-папку создала и начала, знаешь, смотреть, вот это я оставлю, вот это я перепишу, вот это я сделаю по-другому. Но все равно это очень Вот. большая работа. Это все равно все это Ну, связывать она заново. реально тебя бустит. Я вот именно в этот момент, когда я, знаешь, уже смогла выводить снова модельки на экран и так далее, я поняла, как сильно я выросла как программист за год. И это очень круто. Это очень круто. Блин, Вот круто. бесценное чувство. Мне теперь я реально смотрю, и мне очень приятно на код смотреть. Мне уже неплохо, как было. Да. Может, и я к этому Да. приду, а? Надеюсь, Ну, что так мне надо это. просто переписать. Я уверена, что через Ах, полгода я посмотрю и такая жесть. Вот. Вот А сейчас что пока... что мы будем делать, если сейчас Маша меня убедит в том, что мне надо седьмой, вот в смысле шестой раз переписывать? Это же Ну, ад не будет. знаю. Это же ад Посмотришь будет. на мой код и примешь решение. Если Ладно, понравится, договорились. значит. Я видел твой код, Вот. ты пишешь аккуратнее, чем я, 100%. Я тебе точно могу сказать. Ну, без всяких вот там, типа, ты аккуратнее пишешь, чем я. Я пишу часто, понимаешь, у меня в моменте часто возникает такое чувство, я должен написать такой задача, возникает, да, в голове. Первое решение, я должен это написать срочно, любым костылем. И потом я У этот меня так костыль же. переписываю и У там меня никогда мучаюсь. по-другому не бывает. У меня всегда так, и только потом я уже, знаешь, чищу, типа. Да, у меня всегда, по-другому вообще, как ты сказала, не бывает по-другому, к сожалению или к счастью, не М. знаю. Меня вот все там ругают тоже люди. Пиши там это, тесты, хотя бы ассерты ставь. Но я вот где-то там пару ассертов поставлю, опять потом кидаюсь, давай быстрее писать. Мне Ну да, приходится это себя я периодически понимаю. заставлять это Не, я делать. только ассерты делаю, юнит-тесты. Это типа, блин, я на работе это делаю, я не хочу это делать для себя. Я для себя просто ассертами Да, да, выкручиваюсь. да, я тоже еще и так только в самых вот крайних случаях, когда я понимаю, что эта штука реально, вот я сейчас не прослежу за ней, я потом даже не отслежу там какие-нибудь значения, которые вот, ну, явно они даже о себе не дадут знать. И типа, если еще Мгм. в ассерт не положу, то совсем плохо будет. А так я М. часто ленюсь, там, все равно на эти грабли наступаю в очередной раз. У меня ужасный код написан с состояниями для работы с этими, короче, с интерфейсом, ну, с обычной гуишкой, это инвентарем. И там ужасное количество вот этих состояний, проверяется флагов этих по 4-5 штук в разных кусках, и я на него смотрю такой, думаю, господи, когда-нибудь я обращу тебя в нормальное какое-то метаморфозу произведу, в нормальную форму приведу, но пока пускай полежит. Так, Маш, еще тогда следующий вопрос какой? Да, как ты относишься к готовым движкам? Я так понимаю, ты уже, в принципе, дала ответ, что вполне себе нормально, что есть люди, которые используют готовый движок, что ты им даже рекомендуешь, да, что если хочешь писать игру, просто бери готовый. Я с тобой солидарен, в принципе, да. Я считаю, что если тебе низкоуровневая часть не интересна, если ты хочешь просто вот игру, у тебя есть идея, грубо говоря, в голове, да, и ты сам хочешь ее реализовать, пожалуйста, бери там Godot, Unity, Unreal, соглашусь. Да, про среды разработки. Вообще, был ли у тебя какой-то вот путь, который ты проделала, как пришла в итоге к Envim? Какие были вообще раньше среды разработки? Что ты изначально использовал? Я, например, страшно угорал. Я когда начал прогать, у меня там все просто. Я пробовал все подряд, все, что под руку подворачивалось. Да, ну я начинала, конечно же, с Windows, М. а, и там в Visual Studio вот эта фигня. Дефолт, да. Ну, что-то да, вот что-то такое было, может, C-Line, может, даже было, я не М. знаю. Это уже давно было так. Потом-то сразу, когда я начала учить C, я стала использовать Ubuntu, и там я начала просто Vim использовать, потому что, ну, для маленьких проектов это было прикольно, это Для было меня хайпово. Для меня А? вообще Ubuntu это тоже был первый дистр, и я пришел на Linux ради Vim. Я увидел на каком-то канале Да, видео по Vim, а я на тот момент на винде сидел, и у меня вообще глаза загорелись, я просто обалдел. Я подумал, да, боже мой, это божественный какой-то редактор богов, который был да, ниспослан да, да, человечеству. да. Я должен... У меня был опыт, я помню, установил Ubuntu, просидел 3 недели, до конца даже не смог настроить, там еще плагин You Complete Me. Я просто какие-то compilation
Database, что-то такое, я ничего не понимаю. В итоге я не настроил, ушел, и потом, когда я еще там Java занимался, бросал на полгода вообще прогу, и потом я вернулся к плюсам, начал серьезно заниматься, бросил все, прогал, и потом я вспомнил, блин, я же хотел Vim, и я перешел еще раз, установил Ubuntu, и потом разобрался, еще недели две, наверное, на это потратил, и в итоге я в Linux пришел вот просто ради Vim. А у тебя вообще как получилось знакомство вот, в принципе, с Linux? Ну, как ты пришла к тому, что ты разрабатываешь именно под Linux? Ну, так я как начала Ubuntu использовать, просто мне не все, так смотри, Ну, то есть ты тоже, по когда я сути, начала делать... Vim тебя привел, да? То есть ты захотел Нет, нет, установить, не нет? совсем. Когда я начала делать ассемблер, под MC-DOS на А, DOS-боксе. на А там DOSBox, у тебя что? У тебя там как просто водится. черный терминал и Мгм. командная строка, да? И я такая, тогда начала этим пользоваться, и такая, слушай, это же гораздо, типа, удобнее, мне гораздо приятнее просто терминал черный, типа, что там какие-то нет кнопочек дебильных, почему нет такой Вообще. операционной системы сейчас, вот. И потом я узнала про Ubuntu, как-то вот, ну, наверное, от друзей, ну, как-то вот просто вот узнала Linux, да, и мне Мгм. понравилась концепция, что это не Microsoft, мне никогда не нравился Microsoft, мне было прикольно, и плюс Ubuntu очень, как это, высокий, подожди, низкий старт, нет, Ну, как это мы низкий говорим? порог входа, да? Да, В низкий Ubuntu. порог Ага. входа, можно было пользоваться Вимом и хайповать, и было классно. Вот, и все как-то оно так поменялось, и потом все больше людей вокруг тебя переходили на Mac, а ты такой: "О боже, нет, спасибо, я предпочту технологии покупать". И, что? Ну и потом оно как-то я пользовалась Ubuntu, пользовалась Windows, и, наверное, самый такой большой переходный момент случился, когда я начала работать в "Игософте", а, слава богу, как-то так исторически сложилось, что они поддерживают 2 платформы Винду и Linux. И у меня Красавчики. мой ти Что? Красавчики. Респект, Да, что и мой позволяют своим тимлид, разработчикам он мой использовать как и бы был Linux. такой... А что? Извини, я тя не слышала, но я слышала, что ты Не, говорил. что молодцы вообще, что они позволяют, в отличие от большинства разработчиков, позволяют выбор, то есть делать, что можно и Linux разработчику использовать. Это очень круто. Я считаю, что это ценно, когда Очень. тебе не навязывают инструменты. Ты, допустим, сидишь у себя дома, пишешь там годами на Emacs каком-нибудь в Linux, а ты приходишь на работу, тебе говорят: не, братан, ты должен сесть на Visual, под виндой, У и у меня тебя как нету раз такой выбора, же. типа. Да-да-да. У меня такой же есть коллега, он как раз на "Юмаксе" нормально себя чувствует. Это Я очень уже, кстати, прикольно. я тоже давно на Emacs. Я, по сути, меня Vim привел в Linux, но я потом через 3-4 месяца на Emacs перешел и до сих пор им пользуюсь как основным редактором. Vim я использую, то есть чисто для мелких правок конфигов, что-то такое вот подредачить очень быстро, когда надо. А так, основной у меня редактор кода Emacs. Ну да, ну и, короче, также, ну, но только с разработкой игр там все равно ты должен быть уверенным, пользователем винды, потому что тебе надо всегда, пробовать то, что ты Сто сделал процентов, да. и на "Линуксе", и на "Винде". У меня То то же есть у меня самое, нет да. вариантов. Я очень очень часто бывает, что что-то компилируется под винду, а Linux, потом тебе говорят: "Нет". Постоянно, И да, такая фиг. история. Это отдельная вообще Мгм. боль, кроссплатформенная Нет, это не боль, это разработка. очень интересно. Мне очень нравится. Я очень люблю, когда у меня есть задание именно, что-нибудь ну, интегрировать какой-нибудь SDK, и нужно, чтобы оно, статические либы и под винду собирало, и под М. Linux, и это всегда очень любопытная для И меня тебе работа. такое нравится, да? Да. Я, кстати, капризен в этом плане, я вот не люблю. Я люблю, что касается вот конкретно функционала движка делать, да, а вот когда вот эти капризы начинаются несрастания между платформами, мне не очень, кстати, нравится, когда вот он Ну, библиотек там меня наш... бесит только под винду программировать. А, а, Да. Но это, ладно. И вот, и, короче, мой тимлид, он, мой ментор же был, и вообще, как бы, путеводитель в мир движков и 3D-программирования. подожди, А тимлид он, это на твоей нынешней работе или еще на... да, На на этой. нынешней? А. И он уже лет 20, может, я не знаю, по-моему, как-то что то он упоминал, что он с 16 лет уверенный пользователь Linux.
И как-то мы с ним созванивались, и он показывал мне, шарил экран, и я офигела. Типа, у него просто там ну, типа, там не Да-да-да. оба какая-то картинка на фоне, и он там терминалы переключает, Да, и я как такая: лайв, это "Ой, везде что это типа черный. такое? Как круто!" Это вообще не похоже на Ubuntu. И я не знала, что это тогда. Потом я узнала, что это у него Nix, дистро, NixOS. NixOS, да, очень популярен. М, У меня есть один подписчик, который дико топит вообще за NixOS, говорит, прям вот да, крутая он тоже система. топит. И я еще тогда не знала, но что я смогла тогда нагуглить в "Ютубчике", я увидела, что, какой-то прикольная похожая конфигурация у чувака с Arch Linux. И я такая: "Наверное, это что-то для меня". И я тогда первый раз я тогда только уехала, это был, может быть, полгода, как я уехала из, России, и у меня тогда еще не перевезла свой десктопный ПК, у меня был такой поломанный гейминг Lenovo ноутбук. И я тогда сидела, тряслась, потому что это единственная рабочая моя станция. И я тряслась, потому что я, Dual Boot себе ставила первый, но я уже, типа, с тех пор раз 8, наверное, Linux устанавливала на разные Да, компьютеры. И уже, конечно, уже нормально. нету этого. Но тогда первый раз было страшно, и я когда начала, я еще меня очень сильно вкупило то, что у тебя он абсолютно пустой, и ты можешь его как угодно, типа, наконфигурить. И тогда я поняла: вау, мои мечты сбываются, у меня будет черный экран и только терминал, и Тема. все, и больше ничего не надо. И это возможно в 21 веке, круто. Тема, И вот у тема. меня теперь, да, я очень рада, очень счастлива. Да, у меня тоже невероятная любовь в итоге, как я выяснил, ко всем этим клиент-интерфейсам. Я тоже люблю keyboard-driven тему, чтобы, ну, вообще мышку минимально, то есть, чтобы вообще лучше ее не трогать совсем. Ну, просто это обусловлено банальной эргономикой, то есть, если у тебя руки находятся в твоей рабочей области, и тебе не нужно никуда перекладывать их, ну, это типа удобно. То есть, логика простая, в принципе. Хотя не все соглашаются. Некоторые спорят, говорят, а что такого мышкой быстрее, типа, нет, братан, ну как, ты пока руку переложишь, наведешься, потом обратно ее положишь. Ну, такое. Сколько людей, сколько мнений. Так. Это уже было. Окей, Маш, давай тогда потихоньку переходить непосредственно к твоему проекту, то есть уже немножечко Давай. погрузимся к сути. Расскажи, пожалуйста, у тебя архитектура проекта какая примерно? Ну, можешь своими словами описать, как ты видишь свой проект, то есть какие у тебя есть там модули, типа что там рендер, не рендер, что еще? Ну да, у меня, короче, когда я начала переписывать и делать все по уму, как мне кажется, или, по крайней мере, лучше, чем было, у меня теперь есть, скажем так, главный такой, ну, не главный, базовый главный класс Ну как, движка, как их типа который, называют там godlike класс, супер классы, ну по-разному типа люди называют. ну, у меня это просто engine, и Мгм. все. И Да, да, у меня тоже, это кстати. как раз, да, это как раз класс, который запускает уже ну, из него он в мейне, выделяется, и начинается вот эта вся обработка. Вот он уже как бы по сути инициализирует уже остальные объекты, которые от него, скажем так, как, ответвления идут, да, и это будет у тебя, ну, у меня все, что таким является основным, у меня это все синглтоны, то есть один экземпляр этого класса, и мне показалось, что это гораздо лучше, потому что раньше я делала глупо, я передавала классы как аргументы, и очень часто у меня случались ситуации, что, допустим, когда я а, инициализировала ресурсы, допустим, класс объекта, скажем так, девайса для вулкана был уже невалидный, и, точнее, экземпляр, который находился в каком-нибудь классе, который использовал этот. Ну, Да. короче, были проблемы, и я решила, что синглтоны решают все, потому Это что у тебя есть единственный экземпляр, и ты, по сути, просто подключаешь как бы этот класс, ты можешь его, ну, если все правильно, можешь практически откуда угодно использовать, и у тебя все здорово и хорошо, и ты, ну, можешь быть уверен, что у тебя это единственный экземпляр, ничего с ним не случилось, никуда он, типа, не будет невалидный, все у него будет нормально. Вот, до тех пор, пока он не уничтожится, да, ну пока да. ты его не уничтожишь. Вот я с И, тобой. собственно, это была моя. А, извини, да-да-да, продолжай. Ну, это просто была моя самая главная, как бы, идея, когда я переписывала, потому что то, как я использовала объекты предыдущей версии, это вообще
неправильно было. Неправильно. Слушай, ну вот интересно, ты описываешь, ты по сути описываешь очень похоже вот на то, что у меня происходит. У меня тоже, по сути, есть такой вот godlike класс engine, и из-под него у него просто есть поля, всякий там рендерер, то есть раньше была у меня поддержка там OpenGL и Vulkan, а там был тип рендера, он выбирался макросом типа либо OpenGL, либо Vulkan. Сейчас у него там дальше системы все, и он инициализирующий, то есть он вызывается, у него в конструкторе бам-бам-бам все инициализируется, то есть похожая история. А раньше тоже у меня такой там, ну, грязь, короче, была, я тоже много переписывал. И такой встречный вопрос, раз уж мы раньше, опять же, затронули этот момент про эти паттерны проектирования, и, в частности, синглтон. То есть, я так понимаю, ты синглтон, а я сам их очень много использую, ровно как ты и сказала. У меня, по сути, все значимые объекты являются синглтонами, это очень удобно, ты его дергаешь и с ним работаешь. Я так понимаю, ты его не считаешь, разумеется, антипаттерном, вопреки мнению вот очень многих людей, ну, разработчиков. Я не знаю, я просто говорила с людьми из индустрии, которые работают с кастомными движками по 20 лет, и синглтон — это как раз один из немногих дизайн-паттернов, который, ну, вроде как в индустрии считается хорошим тоном. Ну, по крайней мере, мне, насколько я понимаю, я не могу ручаться за правильность этого мнения, потому что у меня очень маленький опыт, у меня 2 года профессионального опыта и только 2 года опыта программирования серьезных движков. Но, насколько я знаю, в движках вот эти все дизайн-паттерны — это, как это, жесть для производительности, и их, ну, стараются не использовать. Вот все. Это то, Супер. что я слышала. Э, В общем-то, мне, наверное, даже тогда уже и спрашивать больше нечего, конкретно вот про паттерны проектирования. Я с тобой абсолютно солидарен. Опять же, я тоже разработчик, по сути, у меня вообще профессионального опыта нет. У меня вот есть там 4,5 года такого самообучения, можно сказать. Но в целом я с тобой согласен, что большинство дизайн-паттернов, это, ну или как мы их еще часто называем в русскоязычном комьюнити, паттерны проектирования, они несут за собой накладные расходы, причем часто серьезные накладные расходы. Это сложные, тяжелые зависимости между объектами, что усложняет расширение кода, изменение кода и так далее. У меня, по сути, вот в частности в проекте только синглтоны и фабричные методы есть. Вот у тебя какие? У тебя только синглтоны, есть еще что-нибудь из паттернов? Больше ничего Не нет, да? думаю. Ну и нормально. Вот я считаю, я бы даже сейчас, если бы те же фабричные методы делал, я бы их вообще сделал на, наверное, свечах с янамами какими-нибудь. То есть даже ОП бы не использовал. Да, и вдогонку тогда сразу вопрос по ООП. Что ты вообще думаешь в целом про эту парадигму? Она, естественно, является до сих пор еще доминирующей, хотя, ну, судя по тенденциям, я так улавливаю, по-моему, уже потихонечку перестают люди, разработчики ее обожествлять и часто выбирают другие, то есть подходы. Но все равно она доминирующая, я думаю, сейчас на рынке. Что ты думаешь вообще касательно ОП и засилия оного? Скажем так, ООП я реально сама попробовала. Ну, то есть по-серьезному, а не так, что, типа, знаешь, какой-то проект курса. Ну, типа, вот серьезно, я попробовала ООП ам, недели 2-3 назад, 3, может, 4. И я реализовала это в своей системе объектов, в менеджере типа объектов, да. Вот, у меня, получается, есть как бы, ну, базовый класс объектов и вот, ну, мелкие, которые от него наследуются. У меня вот это есть override, это, я не знаю, как мы по-русски говорим, когда Виртуальные у тебя методы. ну да, и как бы функция, да, там, чтобы оно все обновлялось, чистилось, вот это все. И мне очень нравится. То есть, как бы я немножко офигевала первый раз, потому что были такие, знаешь, ну, не ошибки, с которыми я еще не сталкивалась, и я не очень понимала, что такое виртуальные таблицы, и до сих пор, мне кажется, не очень понимаю. Это просто Вот. массив Ну, статический с да нет, указателями это на я функции. это да, да, на это вот это я тоже могу сказать, да, но как бы А чего больше ты хочешь еще глубже? Ты какие-то то есть я не хочешь знаю, я не погрузиться знаю. в Ну, я и память вот, да, компьютера? ну, суть в том, что просто мне показалось это прикольным. Наверное, для моего как бы пэт-проекта это хороший вариант. Я не знаю, как бы люди это делали на больших проектах с большим как бы
ресурсозатратности. Ну, Мгм. то есть, ну, у нас в компании используется ООП везде, вот Мгм. просто постоянно, да, то есть, Но ну, при именно когда этом... мы говорим об объектах, о ресурсах. Мгм. И мне кажется, что это частый вариант люди используют. Мгм. Но при этом, смотри, используется ОП, но без дизайн паттернов. То есть, по сути, только синглтон, но вот это всякие там обсерверы, там какие-то еще, что там, билдеры, это такое ничего не используется, да? То есть ОП чисто там наследование, интерфейсик какой-нибудь написать с виртуальными методами, да? Мгм. Ну, по сути, то же самое, что у меня. Но у меня, да, помимо синглтона есть еще этот фабричные методы, там парочка, троечка, наверное. Я в целом согласен, но даже, знаешь, в последнее время я еще более, наверное, кардинального мнения придерживаюсь. То есть я стараюсь вообще ОП не писать по минимуму, типа, потому что даже само по себе наследование с виртуальными методами, оно тоже накладные расходы, типа, несет. Но они уже, конечно, минимальны, там, в сравнении с дизайн-паттернами их можно за погрешность принимать. А так, согласен, да. Я хотел тебя попросить показать непосредственно код твоего вот этого супер энджина. Вот, все нормально, я все вижу. Видно, да? Да-да-да. То есть вот сейчас все нормально, да? Да-да-да, вижу. Engine Смотри, on resize. у меня вот это вот engine init, он вызывается, естественно, в мейне, да, и как бы по сути начинает инициализацию прежде чем, ну, инициализацию всех объектов, ресурсов, и прежде чем мы перейдем к непосредственно рендеру, да. Угу, угу. Вот. У меня есть, я недавно там улучшила свою систему для работы с битовыми операциями, флагами, такая маленькая системка совсем. Вот. Но мне очень нравится, я очень люблю с по битово Ой, работать. красава И вот вообще. как раз Я вот тоже люблю, но редко это делаю, к сожалению. Я вот смотрю сейчас, думаю, блин, какая ты молодец вообще, красава просто. Они же дешевле, как правило, чем любые другие методы. и вот это, ой, у меня тут, смотри, слетело. Ничего Но оно, страшного, нормально. но оно просто выглядит прикольно, да, и типа это мне вообще просто Да нравится. Вот у класс меня есть вообще, несколько. душа У радуется. меня, по сути, вот класс движка вот этого, он очень маленький, он просто инициализирует, он начинает вот этот луп, типа, да, как бы, Ран, эм, да? да-да-да, Мгм. он ставит эти state, состояние движка, то есть, да, вот у Ага. нас инициализация, потом, например, эдитор, вот когда мы можем с тобой условно двигать объекты, там, изменять их, потом у Понял. нас есть play, состояние, когда мы уже там камерой двигаемся, скажем так, Мгм. ресурс, перезагрузка и просто выход, да, когда надо уже Мгм. все чистить. Вот. И, собственно, потом у меня есть еще он как бы время начала хранит, когда мы Фрейм? начали ну, движок, программу. И Нет, вообще еще, общее типа время, да? да, и если мы, допустим, еще он может знать, если мы или не может или не может, я уже не помню. Да, он уже в главном вулкане классе смотрит, если у нас размер окна изменился и возвращает это тоже, потому что это А, все-таки в ресайз. этом мгм, в главном цикле это тоже важно, но не суть. Мгм. Вот, и тут, собственно, у нас начинается, мы с тобой в стадии инициализации, потом мы смотрим, что у нас Linux, Windows, и мы инициализируем окно для этого, но это тоже как бы Мгм. там я бы не сильно задерживалась, потому что довольно базовый код, я использую XCB, то есть иксы, да, Слушай, для... ну это вот, кстати, интересно. То есть выбор-то там большой есть. Вот у меня, например, есть поддержка там и X либо XCB, ты выбрала XCB. И, кстати, я вот, ну, от себя лично плюсанул, мне кажется, XCB поинтереснее выглядит, и как сама либо у них получше как будто написано, приятнее пользоваться. То есть ты сделала свой выбор тоже, а ты сравнивала, да? Ты смотрела X либо XCB и выбрала в итоге XCB. Потому что мне показалось, что это как-то более... знаешь, X-Lib, она как бы более э, общая, да, а это более частное. То есть тебя, по сути, то, что XCB здесь, она умеет только окно создать, ресайз и еще закрыть. Так и Типа, есть, и да. принимать input. Все. Больше это ничего не... Ну, или, может быть, умеет, я просто не знаю об этом. Ну, Но вот туда как бы создаю окно,
И вот, собственно, вот это, смотри, здесь у меня вот так сейчас выглядит мой процесс, когда я ивенты, я тоже ставлю Мгм. флаги, то есть, блин, это сейчас, Ой, где красота, это у меня? красота какая, мне тоже надо что-то подобное сделать. Если А, бы, если бы ты увидела мой код с отловом событий, особенно вот то, что касается о, открытия инвентаря, стало бы немножко жутко. вот Класс, это, да, это, шикарно. смотри, здесь свитч получается эксибишный, да, то есть я получаю, ну, получаю значение их внутренней переменной, которая отлавливает, да, и смотрю, что это, и уже возвращаю свою, как бы, скажем, интерпретацию флага, что это вот в моем, как Ну да, бы, в моем свой бинале. макрос, типа, возвращаешь, короче, что с ним делать, чтобы потом с ним что-нибудь делать уже, да? Типа, сейчас я тут только это делаю, у меня ничего в конфиге не написано, я всегда сама подключаю это сама, что мне надо, по-дурацки, но не суть. Да, вот я возвращаю, получается, допустим, вот button press, да, event mouse press верну, Мгм, мгм. и получается, после этого я пойду уже вот в функцию process event, которая будет смотреть, какой у нас флаг есть, в Window Manager хранит вот этот как бы Событие какое event, произошло, да? да, мы Мгм. смотрим, какой флаг есть поставлен, да, битовый, и уже тогда, в зависимости от этого, я чищу, допустим, этот бит, и, допустим, вот здесь самое простое escape — это как раз то, что свитчит между editor mode и play mode, да, и Ага, я вот ага. просто вызываю engine, да, toggle editor mode, и уже потом, где будет loop, да, вот для отрисовки, я буду будь то обновлять какие-то события, будь то не обновлять, вот в Мгм. зависимости от того, в каком мы моде. Ну и, собственно, так далее про остальные вещи тоже. Тут можно не задерживаться. Ну, понятно. Вот мы Еще создали. добавлю, просто насколько я понял, чтобы, ну, раскрыть немного тему, что ты получаешь как бы события, и по сути, в зависимости, ну, низкоуровневый код тебе возвращает какую-то штуку, ты в итоге, в зависимости от этого возвращаешь простой макрос, и в зависимости от этого макроса уже в main-лупе у тебя происходит реализация там какой-то области кода. То есть, если это одно событие, там, допустим, состояние поменяли на дефолтное, ну, для движка, то там один код типа выполняется, одни состояния там проверяются и так далее. Если у тебя Мне другое показать, если состояние, то уже другой код, да? могу просто сразу показать, как это наглядно Давай, выглядит. давай. Просто у меня не очень это еще подчищено, потому что я там какие-то вещи меняю, но, допустим, как это у меня там reload. Да, наверное, здесь. Вот, это получается моя луп в сцене, да, которая Мгм. вызывается вот в этом главном типа цикле, когда я отрисовываю кадр, да. Вот, Подожди, этот луп. Маш, как у тебя получается? То есть у тебя луп в лупе, да? У тебя есть какой-то главный луп, а этот луп, Нет, это нет, нет, какой? нет. Смотри, вот у меня вот это Run Linux у меня включается вот здесь, после инициализации у меня вот вызывается в начале init, я Мгм. все инициализирую, потом у меня вызывается run один раз, да, и Где вот он вызывается? Это просто в мейне, да, в вызывается ран? мейне, в Мгм. мейне. Понял. Щас. Ну ладно. Вот, да, и, собственно, там вот, где это Run Linux, это уже получается твой главный луп, да, пока ты не Все, выключишь. понял, понял. Вот у меня здесь, получается, я все время FPS подсчитываю в начале, да, получаю start clock, Ну, это end да, clock, это считаю дельту. дельта тайм дефолтная. Это, ребят, если кто-то вдруг не понимает, просто быстренько объясню концепцию. Любая игра, она как бы зиждется на таком понятии, как главный игровой цикл. То есть, по сути, Маш сейчас демонстрирует именно вот эту концепцию, и в ней очень важно такое понятие, как дельта тайм. Ты, по сути, засекаешь время с начала цикла и в конце цикла. И потом этот кусочек времени используется для того, чтобы реализовывать практически всю логику игровую. То есть любое перемещение осуществляется с помощью вот этого дельта тайма. Это я просто как бы дал комментарий, если есть, ну, люди, Да, которые всё не правильно. понимают. Это надо, потому что я, наверное, очень, я сейчас такая, знаешь, типа Да, да, столько я рассказать понимаю, можно. я понимаю. Вот, да, и, собственно, о чем мы говорили ранее про ивенты, это вот здесь, вот в этом лупе в начале вызывается ивент, да, Мгм. оно оно собирает вот это то, что XCB возвращает тебе Да. библиотека, Мгм. что-то там кликнул, не кликнул, ставятся нужные флаги, потом мы считаем, смотрим, если мы дельта там условно, то есть есть разные способы, как
Маш, извини, фиксировать FPS, да, извини, скажем так. пожалуйста, еще Мгм. маленький комментарий просто кину, чтобы люди понимали, а то мы с тобой как-то проговорили, я только сейчас поймался на мысли, что мы вообще не сказали, что за XCB и что оно вообще делает. Если что, ребят, XCB это такая очень низкоуровневая системная библиотека, которая позволяет вам отлавливать, во-первых, создавать окно, и потом отлавливать события в этом окне. Там такая очередь типа событий создается, и ты из этой очереди можешь дергать события, ну и, соответственно, реализовывать какую-либо логику в соответствии с тем, какое событие ты достал. Все, просто еще одна маленькая ремарочка. Да, да. Вот, и, собственно, у нас есть разные способы, как фиксировать FPS в игре, да, скажем, вот у меня макс FPS это 60 FPS, да, Мгм. и по сути, когда у тебя игра, движок, что-либо, что ты рендеришь, не жрет много ресурсов, у тебя может быть там FPS, я не знаю, 1000-2000 за секунду, да, потому что Да. графическая карта очень быстро обрабатывает твой кадр, который там отрисовать один куб, и ты очень на высоких как бы скоростях работаешь, и ты можешь как бы на самом деле это немножко стабилизировать, когда вот ты правильно вот используешь, ты можешь, допустим, попробовать свой главный тред, поток, отправить в сон. Это так, можно сказать, часто новички делают, но это немного неправильно с точки зрения процесса, и Мгм. ты можешь на самом деле просто в цикле пропустить эти кадры, скажем так, вот этот, да, процесс, и ты будешь как бы фиксированно отрисовывать только в тот момент, скажем, 16, да, это 30 FPS, это 16 миллисекунд, ты будешь отрисовывать только вот, в этот конкретный временной промежуток, и потом остальное время ты будешь просто пропускать циклы как бы в твоем коде. И ты не будешь как бы лишний раз ресурсы твоего компьютера типа травмировать, когда это не надо. Ну, Да, не да, знаю, да, если совершенно я верно. рассказала это понятно немножко, может быть, ты Я думаю, как-то я это. думаю, что понятно. Ну, в принципе, ты все сказала, да. Ты, по сути, если отпуская, ну как, если простым еще, более простым языком сказать, если ты полностью отпускаешь FPS и позволяешь видеокарте гонять там по 10 тысяч FPS, ты просто так расходуешь ресурсы. Потому что зачем как бы гонять видеокарту, если человеку достаточно там, ну, 100-120 FPS. Поэтому да, совершенно верно. То есть можно просто ограничивать немножечко, так сказать, подрезать производительность искусственным образом, то есть самому. Мгм. Да, ну вот, собственно, когда это все случилось, я обновляю, библиотеку, которую я использую для пользовательского интерфейса. Это Imgui называется. Мгм. И после этого я иду в свою как бы класс, сцена. Это, скажем, такой мой, а, главный, объект, как моей вот этой вселенной, который как раз-таки занимается обработкой ресурсов, парсингом файла, который ты выбираешь для отрисовки. И, собственно, он распределяет, что мы сейчас будем делать, будем ли мы обновлять эти объекты, будем ли мы уже их посылать в очередь для рендеринга и так далее, да, то есть вот, наверное, понятно, да? Ну, Да. плюс-минус, Нет? да. Единственное, сейчас я тоже немного добавлю, просто для несведущих, да, кто там с движками не работал, да, и близко с разработкой игр. То есть, по сути, Маш сейчас говорит о таком супер-объекте, в котором, если очень просто сказать, находится, по сути, вся игра. То есть, там находятся данные, которые пойдут на отрисовку, например, данные о модельке, если мы хотим модельку отрисовать, данные об Нет, нет, анимации. не так, Нет? не Не так. так? Не так? М-м, Все, м-м. виноват тогда. Э, Тогда но раскрой мне меня. казалось, что это тоже супер класс, то, что у меня, потому что он, по сути, уже, именно там происходит распределение ресурсов, скажем так, распределение А, ответственности. То есть я уже условно, мы просто с тобой сейчас перешли в немного глубже, но условно в начале на стадии инициализации я проинициализировала объекты, которые я буду рендерить, да, а, условно, то есть я их загрузила, скажем так, и сцена об этом уже знает, сцена знает, что именно эти объекты пойдут в рендеринг, сцена попросит, скажет: так, вот ты иди в очередь, а ты типа иди обновляйся условно, да, и как бы и потом сцена скажет типа давай уже рендер, давай рисуй, вот так вот он делает. насколько я понимаю, опять же, поправь меня, если не так, то есть эта сцена, это по сути суперкласс, который как некая система уже взаимодействие между объектами решает, то есть кому чем быть, какие состояния принимать и так далее.
Да, Вот, все, я да. понял. Это, короче, как, грубо говоря, вот у меня у ECS много систем, там их, ну, я их активирую, они потом системным менеджером вызываются по очереди, и каждый свое там дело черное, может даже иногда не черное делает. Вот, а у тебя, по сути, большая такая система, которая работает со всеми вот этими объектами, решает, кому там, что, куда быть, в каких состояниях пребывать. Ну, Понял. да, вот здесь как раз проверяется флаг, в котором мы, допустим, вот смотри, если мы в эдиторе или если мы в play, и как раз о чем Мгм. ты говорил ранее, в зависимости от того, мы находимся в режиме редактора или в режиме игры, мы будем делать какие-то определенные действия уже внутри, и там вот уже происходит непосредственно рендеринг, Мгм. да? То есть вот смотри, допустим, вначале если я в режиме редактора, то это значит, что я рисую пользовательский интерфейс. Значит, я буду вызывать вот эту библиотеку для пользовательского интерфейса, рисовать ее. Потом я проверю, если мы в ней а, а, в- выбрали, допустим, какой-то новый уровень, значит, мы должны включить, у нас флаг включен, что мы должны перезагрузить ресурсы, мы пойдем туда, и после этого мы будем уже рисовать сцену, как бы она заполнена уже очередь на отрисовку, да, и мы Ага. это будем рисовать. Здесь же, если мы в режиме игры, это означает, что у нас какие-то акции происходят, скажем так, если бы у меня сейчас была анимация, то это бы вот здесь обрабатывалось, да, потому Ага. что в режиме а, редактора у нас все это как бы стоп, да, у нас как бы не крутятся анимации, да, потому что А, мы хотим, типа, наверное, я так думаю, не Маш, знаю. а вот тогда у меня возникает логичный вопрос, а как одновременно, смотри, если нам нужно и гуишку рисовать, то есть там, ну, условно, интерфейс пользователя, да, какой-то там хп-бар и так далее, и при этом мы хотим анимацию запустить, нам же нужно одновременно эти штуки как-то запускать, как это работает у тебя? Ты имеешь в виду, если это будет именно уже пользовательский интерфейс как редактор или пользовательский интерфейс как вот бар какой-то? Не, ну, ХПБ. бар, да, например, вот игра, да, и человек должен видеть там хп-бары, какие-нибудь состояния своих скиллов, вот это все, и при этом, Так я естественно, условно возьму вот эту линию и ее вставлю вот здесь. Типа, если у меня будет, ну, то есть это будет, скорее всего, вот сейчас здесь у меня происходит просто рендеринг только редактора. Когда это а, будет UI, какие-то штуки для игры, уже если бы у меня была игра, да, то это будет а, уже другая функция, наверное, да, все, то есть. я понял, то есть это еще пока, как сказать, чистые состояния, то есть они не Мгм. смешанные. Все, я тебя понял, я Мгм. тебя понял. Ну вот, и, собственно, вот это здесь внутри как раз сцены хранится мой вот этот супер-класс Game Objects, который, собственно, и хранит вот эту мою ООП-вещь. Но М, давай пока мы от этого перейдем в инициализацию, потому что мы с тобой немного пропустили, ушли. да-да-да, глубоко, Вот, глубоко ушли. да, как раз-таки вот здесь в сцене на первых порах что случается? Я парсю все, что у меня находится. Вот у меня есть папка Assets, Ага. да, и у меня в папке сцены мой уровень, мой парсер, который я Ой, какой ты написала. молодец. Я у тебя на стриме как-то видел, как ты работала конкретно вот с этими вещами, то есть ты писала для сцены свой вот этот скриптовый язык. Вообще обалдеть. У меня пока ничего подобного нету, и у меня вообще все по-жлобски, там просто модельки загружаются, и я их там потом как-то подрубаю к вулкану. Вот, это здорово, вообще очень классно выглядит. И, собственно, получается, я как бы, когда это делаю, сейчас здесь у меня модель только куба, потому что, ну, короче, да. И тут у меня есть его позиция, материал, то есть и ты определяешь шейдеры, которые он будет использовать, текстуру, какой этот 3D-объект, Мгм, и это мгм. все вот так вот хорошо работает. Я вот эти, короче, названия, вот их парсю, потому что они пойдут потом как массив в пользовательские интерфейсы, чтобы ты мог выбирать, там, переключаться между уровней. И Ага. пока мы с тобой находимся на этапе инициализации, у меня запускается только мое вот это интро такое смешное, которое я там сделала. Вот, никакой уровень не запускается, ты должен потом вот выбрать, будь вот этот уровень в UI, и он тогда у тебя загрузится. Мгм. Вот, я создаю, короче, вот получается вот этот объект, который будет хранить кучу других объектов. И здесь как раз я создаю сразу камеру, да, в начале, на Мгм. стадии инициализации. И у нее вот типа у нее тип
редактор камера, потому что я рассчитываю, что в будущем у меня будет там и камера для игрока, и камера для дебага, и чего угодно, какая камера, Ну не круто, знаю. круто, все правильно, все правильно. То есть я пока абстрактная М, камера, которая потом может стать уже чем угодно. Это здорово. Да, вот, и, собственно, на этой стадии потом у меня идет большой, другой уже, вот, ну, у меня тут типа еще namespace, да, вот core у меня вот Мгм. эта типа У меня, сцена, она в у меня коре. тоже есть namespace core, кстати. Да-да-да. Ну, это ж типа стандарт, это Ну это да. не я выдумала это название. Потом у меня есть GFX, да, тоже не я выдумала. И там вот уже все для графики, да, я уже GFX подрубаю графика, вулкан. ага. И здесь у меня много всего происходит. Я вот создаю инстансы, я создаю девайсы. Я Мгм. не думаю, что у нас есть возможность, у меня нету времени рассказывать все про вулканы. Да-да-да, Просто вот вулкан ты это посмотри, отдельно и огромная как раз тема. здесь, да, я подключаю, я выделяю командные буферы, которые будут записывать, какие мы хотим команды от нашего графической карты от нашей получать и отправлять драйверам вулкана на обработку. Я создаю текстуры, в которые я буду рендерить. Я создаю легкую систему синхронизации, я выделяю Мгм. текстуры. И это все вот, ну, потом. Да, я делаю... Ой, ладно, мы не, правда не думаю, что есть время про дескрипторы Окей, да, рассказывать в дескрипторы. вулкане. Один вопрос тогда, Маш. У тебя как ты используешь просто вот вулкан современный, какой-нибудь 1.3 версию, или ты более-менее Да, новый, да, вулкан 1.3. используешь со Да, всякими там я фишками? писала на старых тоже, когда начала делать YouTube, мне люди начали писать: а чё ты динамический рендеринг не используешь? А чё у тебя нету байндлс дескрипторов? И все, Я все знаю. теперь все есть. Все есть У меня теперь. до сих пор 1.0, я не поддаюсь пока. Ну ладно. Не, это очень прикольно, это очень весело, Прикольно, да? очень хорошо. Но, кстати, быстренько могу, кому интересно все-таки, что такое дескрипторы в вулкане, Давай, я это давай. понимаю как таблицу указателей на твои ресурсы для графической карты. Вот это вот, наверное, самое простое, да, объяснение. Супер, отлично. Я присоединяюсь. Я думаю, что да, это просто указатель на какой-то кусочек памяти где-то в видеокарте. Я согласен. Да, это может быть Да. твой буфер с какими-то данными, это может быть твоя текстурка, которую ты Да, будешь да, там, типа... сэмплер. Да. Мгм. Вот, потом я создаю уже графический, как это называется, конвейер, да, Мгм, пайплайн, мгм. как бы, как мы будем, какие материалы, какие шейдеры будем куда что двигать. Потом я создаю уже меши или загружаю модели уже непосредственно из ASIMP, ASIMP библиотеки. Очень много тут всякого у меня кода, Да, она не сильно страшная. чтила. Совсем Но страшная да, ну, штука. да, вот это, собственно, так, как бы мы просто это я уже тут, видите, использую библиотеку ASIMP, не важно. Вот, так это у меня вулкан все тут делает, и потом, когда мы а, отсюда ушли, мы потом пойдем обновим как раз ресурсики, и здесь вот в первый раз вот этот апдейт, он будет вызываться именно для информации про интро сцене, да, то есть у меня вначале там интро такое, как бы Интрошка, это типа, приветствующая, да? как бы да, да-да. Это просто один шейдер, и как бы, я, собственно, здесь у меня как раз очень крутой я очень довольна тем, как я поработала с вулканом в последнее время. И я указываю, какие, у меня есть тут такая как бы структура, которая, вот сцена инфо, это вот информация по сцене, как мы будем что рендерить. Здесь я указываю, Мгм. сколько у меня есть, attachment — это как вложение, можно перевести. А Да, да. вообще, Мгм. если просто описать, вулкан всегда хочет знать, во что ты ему подаешь на вход и во что ему рисовать что-то, да. То есть, ты можешь подать ему просто, цветовую, как бы, цель, цветовую, текстуру, куда ты будешь свою модель как-то там трансформировать, рисовать, да, там или просто, не знаю, куб, что угодно. Вот. И у тебя может быть, допустим, еще буфер глубины, чтобы твоя графическая карта знала, какой фрагмент находится на какой глубине, да, и тоже вот это все учитывала. А можешь этого не делать, если тебе не нужно думать о 3D-пространстве, как, допустим, в интро это просто 2D как бы картинка, которая как-то двигается, да, я типа в шейдере просто анимации делаю 2D. И поэтому я, допустим, могу указать
какие у меня будут к этому вложения. Вот, допустим, я вижу, что это просто будет здесь одна текстура на вход подастся, и это вулкан должен знать, чтобы знать, как это обрабатывать, да? Да, Вот, да, потом да. мы также Отлично, указываем, отлично, какие... А? шикарно. Шикарно объяснила атачменты, вот, кстати. Что такое Да, атачмент, да. По сути, да, когда начинаешь, вот я помню, вулкан изучать, у тебя возникает, ну, у меня лично было очень большое количество вопросов по поводу конкретно, вот что каждый вулкановый объект из себя представляет. я Вот это вся полностью с тобой просто согласна. каша в голове, когда у тебя атачменты, пайплайн, рендер пас, саб рендер пас, и у тебя просто от этого вот, ну, сначала Я думаю, что кукуха я только свистит пару капитально. месяцев назад стала как-то, знаешь, увереннее немножко стоять на ногах, потому что я 2 года, что начала работать в компании, и вообще я просто умирала. Что-то там, знаешь, одно пойму, второе узнаю и понимаю, что я уже вообще ничего не понимаю. Типа вот У так меня вот у меня. абсолютно так же, Маш, было вообще. Вот 100% М, я вулкан. Я, по сути, только вот несколько месяцев назад почувствовал, что я чуть-чуть что-то стал, вот прикоснулся, что стал хотя бы мгм, немножко пайплайн понимать, что к чему относится. мгм. По сути, еще учиться и учиться. Ну, вулкан, да, такая штука непростая. Да, вот. Потом я также указываю, как сказать, вот чтобы мы не я даже не знаю, как bindless перевести. Bindless — это типа, а, Привязка. Без привязки. ну, То есть без bindless без привязки, привязки, да. да. Это просто есть 2 разных пути, как работать с ресурсами в графических API. Вот я рассказала, что такое дескрипторы, да, считай, указатели к каким-то ресурсам. И считай, раньше в Vulkan рендерилось так, что ты к каждому какому-то типу ресурса, у тебя есть свой дескриптор, который будет указывать на этот тип. Это может быть, допустим, для каждого материала, вот один материал будет использоваться для 3D-объектов, которые должны иметь, допустим, два таких буфера, 4 сэмплера, да, и ты вот это создаешь в один дескриптор, и один дескриптор у тебя будет вот указывать на вот этот конкретную штуку. Потом другой какой-то Дескрип... объект у тебя указывает на другой дескриптор, где только Маш, один буфер будет вот прошу прощения. использоваться. Ты А, имеешь в виду descriptor set, да? То есть в descriptor set у тебя несколько есть, допустим, сэмплеров, да, текстурных. То есть когда ты в descriptor set объединяешь несколько каких-то объектов, которые у тебя в итоге на шейдере будут. Вот это, да? да. И всякий раз, когда ты рендерил какой-то этот объект, ты должен был привязать этот дескриптор к твоему объекту. А это Мгм. означало API-вызов. А API-вызов — это дорого, когда ты должен передать какую-то большую информацию из процессора в графическую карту. Ага. Да? И как бы это всегда дорого, это очень сильно может влиять на твою производительность. И особенно, когда у тебя разные объекты используют разные буферы, то есть разное множество, у тебя может быть 100 дескриптор-сетов, да, и ты Мгм. хочешь все эти 100 объектов, а может и больше рендерить, и каждый раз ты будешь вызывать вот этот API call, ну, типа делать вызов API, Мгм. и это будет тебе стоить чего-то, да, твоих ресурсов, потому что всегда Transition. а, Transition, да, от процессора к GPU и назад — это всегда дорого. Да, да, И мы да. стараемся Это минимизировать. правда. Собственно, так и родилась вот идея bindless descriptor set. Это, то есть, без привязки descriptor set, уже не переведу. Вот. И эта идея в том, что у тебя есть один глобальный descriptor set, и он будет иметь указатели на все какие угодно твои ресурсы в твоей игре, да, в твоем уровне. Один только он будет глобальный. Один. Он будет делать одну привязку перед началом рендеринга, но у тебя каждый твой объект будет хранить уникальные, скажем так, указатели на эти ресурсы. Да, и как бы когда ты будешь вызывать в шейдере какую-нибудь текстуру, ты будешь это делать поиндексно для какого-то твоего конкретного объекта. То есть один объект у тебя будет использовать текстуру по индексу 2, другой будет использовать текстуру по индексу 6. И это все хранится в одном глобальном, А, да. кажется, я вот сначала ничего не понял, кажется, сейчас хотя бы чуть-чуть понял. Это наподобие, как у меня я посылаю целую пачку там, грубо говоря, запеченных карт теней, и я потом индексами выбираю, кому эта карта теней принадлежит, когда уже Вот рисую это. Я того. понял, короче, крутая концепция. Я, честно, не использую bindless дескрипторы, вообще впервые слышу, вот узнаю от Маши новую информацию, от профессионала. Это надо будет почитать хотя бы, что за bindless дескрипторы. То есть, когда у тебя один дескриптор на всю сцену получается вообще, то есть туда крепится Да, огромное количество.
Вот смотри, когда я, допустим, зову update resources, да, я здесь смотрю, какой тип bindless type я дала этому объекту, и Мгм. вот это, считай, вот этот цикл идет у меня для всех объектов, которые будут рендериться в этой сцене, да. И М. я как раз вызываю свой descriptor base, который будет вызывать функцию, будь то update texture для сэмплера или update buffer для разных типов буфера, да. Мгм. Мгм. И когда ты это всякий раз вызываешь, он внутри себя будет увеличивать индекс и отдавать этот индекс, который для буфера, который для текстуры, он А, этот индекс отдаст твоему объекту, который я условно через push констанции или что угодно передам уже в шейдер, и в шейдере я возьму вот это правильно по значение, индексу правильную штуку, короче, возьмешь. да, Ё-моё, нифига и себе. один раз только вот он обновится, по сути, этот Обалдеть. descriptor. Слушай, Да, это это обалдеть. Это я себе на заметку просто беру. Спасибо. Надо будет читать про Bindless Descriptor сета Да, обязательно. это очень прикольно. Мне это было очень Офигеть. интересно делать. Правда, очень мало, как обычно, по вулкану Ну, каких-то хороших статей, но, в принципе, разобраться можно. ну вот как обычно, Я да. с анимациями гораздо дольше разбиралась. Так Да что, ладно, это меня обнадеживает. да, Надеюсь, у меня также не полтора месяца хотя бы уйдет. ну Класс, Маш, да. очень крутая концепция. Вообще не знал даже про такую. Ну, собственно, это вот как бы все, если так вот быстро Мгм. это так пронестись. Тут, собственно, у меня уже идет рендеринг сцены. И я там еще кое-что переписываю, поэтому тут много таких вещей еще вопрос Ну вещи. да, Но, да, да, может быть, которая еще интересно может меняться будет. посмотреть на Game Object. Вот это у меня есть keeper типа О, ну-ка, ну-ка, namespace интересно, это кто-то, что за Keeper Position, Material Vertex keeper. Fragment Texture Model? Это, А, это да, конкретно просто метаданные, типа, что название, да, ну, файлы, это, короче. да, мой главный типа класс, как родитель, да. Ага. Это его вот виртуальные методы. И это вот у меня есть класс base, который его, собственно, вот хранит map объект, Мгм. да, с этим вот, с этими, как бы у меня есть map, map по типу. У меня есть тип, типа, допустим, объект камера. Ты видел, как я создавала камеру, да? То же Мгм. самое Мгм. может быть sprite, может быть NPC, может быть gizmo. Gizmo это я называю вот это стрелочки Стрелочки, X, да-да-да. Y, Z. Ну, это Да, да-да-да-да. Это если что, ребят, вот кто в блендере работал, вы там заходите, у вас справа вверху такой кружочек, и в нем типа система координат X, Y, Z, вот эти стрелки пресловутые, эта штука гизмой почему-то называется. Смешное такое слово мне, но, по крайней мере, да-да-да. таковым казалось Но всегда. многие не понимают, когда я его говорю, приходится объяснять. А Так я что это, случайно, скорее всего, я о реально нем узнал стандарт. случайно вообще в блендере, когда тоже сидел. Мгм. Ну вот. И, собственно, у меня вот это и есть мапа, потому что я подумала, что по мапе будет удобнее работать, если бы я хотела работать с не какими-то непосредственно, отдельными вот этими типами. Но, как правило, я уже смотрю, что чаще всего мы все равно переходим к работе с базовым классом. То есть я просто, ну, условно, даже в том апдейте, да, у меня, получается, я по всем иду, по всем типам, да. Ну, сейчас вот еще у меня есть отдельная обработка для гизма, потому что это все-таки немного более такая нестандартная вещь, которая должна у меня собирать как бы информацию, на какой объект я кликнула, на какую ось я кликнула, как я это должна обработать. Ну, короче, Жесть. там немного более сложно, я не знаю Непростая штука, пока да. сама, как это делать. Вот. Офигеть. Ну да. А так Слушай, вообще, Маш, если вот мы... А? конкретно просто я пока не совсем даже до конца понимаю, то есть по сути у тебя вот этот объект, он может выступать, ну, любым, то есть он и эктором может быть, ну, каким-нибудь игроком там или мобом, да, ну, в итоге на перспективу это будет любой объект на сцене, да, в рамках Ну игрового вот, мира. по сути, если мы возьмем как бы обычную мою вот ситуацию без обработки гизма, да, то вот я иду по вот этому массиву объектов, да, вот мой главный класс объект базовый, да, Мгм. я смотрю, здесь вот это идет про гизма штуку, пока закроем на нее, а так вызывается просто апдейт для вот этого базового, который является виртуальным методом, и, собственно, потом, допустим, вот если мы посмотрим на мою структуру файлов, у меня вот код есть, да, CRC, давай include, game objects, вот это вот мы сейчас в хедере game objects
и, собственно, папка объекты, и тут у меня есть камера, гизма, NPC, спрайт. Мгм, Вот, мгм, допустим, NPC, он вот наследуется от вот этого объекта, и, мгм. собственно, он тоже может тебе вернуть тип свой, типа что-то он NPC, позицию, материалы, там, выбран, не выбран, и вот у него есть апдейт, который пока только двигает на какое-то конкретное количество в пространстве, если мы с тобой за оси двигаем вот этого Ага. гизма. Это я пока так очень... Я еще пока пробую, я еще пока ищу, как это делать. Ну, я понял, да, пока просто захардкодила. Ну да, ну Ага. вот, а камера это вот уже поболее интересно, потому что у меня здесь вот, когда мы вызываем апдейт вот в этом базовом классе, да, вот он, видишь, override, и вот у меня тут Мгм. будет update movement, update direction, и, собственно, вот это все будет тут Ну происходить. да, у камер уже своя типа. Ну, понятно, короче, суперкласс, который является интерфейсом для всех, по сути, объектов уже, там, а объекты сами там реализовываются, эти виртуальные Да-да-да. методы. Ну, мне кажется, так ООП, надеюсь, работает. Ну да, да, не, это и есть, это классическое ОП, да. Да, Нормал. Я супер. вот тоже пока что использую, но сейчас вот стараюсь. Хотя, опять же, блин, где-то ОП бывает нормально, на самом деле. Вот в геймдеве как будто бы... Я, например, боготворил ACS-ку, свою вот эту любимую сущностно-компонентную систему, но последние несколько раз она мне кровью попила нормально. То есть я понял, что это вообще не панацея. Вот совсем не панацея. У нее свои недостатки есть, с которыми тоже приходится иногда работать. Так что, блин, ну классно у тебя код вообще выглядит, настолько аккуратно. Я вот смотрю, думаю, блин, начать переписывать все-таки, что ли? Ура! А, Всё-таки это. Ну вот еще, кстати, прикольно, что из последнего я добавила, пока скажу, а то потом мне уже Давай, надо давай. будет бежать, все-таки Новый год не за горами. Так, мне самое прикольное, что вот мне кажется, я Если мы могу должны еще теперь тогда это пробежаться по остальным, там еще осталось несколько вопросов, должны успеть, я надеюсь, у тебя будет возможность. Хорошо, Мгм. быстро. Давай, Я давай. могу начинать, рендеринг разных, в вулкане разных, сущностей. Допустим, вначале мы берем запарсенную информацию с, уровня, да, и Мгм. я буду, вот для current scene, рендерить уже вот тут вот я начинаю как бы я подготавливаю буферы, которые нужны, и вот просто отрисовываю объекты вот в этом как бы в этой, м, э, в этом массиве очереди объектов для рендеринга, да. Ага, ага. Потом я могу, допустим, отрисовать гизмо, и у него уже будут свои правила. То есть ты видишь, я здесь создаю также, вот если я буду чистить attachment, да, то есть вот который я подаю текстуру на вход вулкану, Мгм. Если я ее текстуру будешь очищу очищать. здесь, а тут я уже загружу то, что я там отрисовала, эти объекты, и буду рисовать гизмо поверх. Потом у меня есть вот это как бы 3D, вот это Ну, поле, площадка, поле такое да, разлинованное кубиками, короче. да-да-да-да-да-да, вот его Ага. буду рендерить, потому что у него уже совсем другие, правила для графической, пайплайн, потому что это уже будет не 3D объект, а это будет как бы просто на 2D плоскости. Я делаю, проецирую как бы 3D. А, у тебя, то есть, И потом отдельный пайплайн под него тоже есть. Да, и потом Ага. я отдельно рисую UI. И мне вот это очень тоже нравится, что у меня теперь это не все просто какое-то, знаешь, мясо, просто что-то хаотичное, а вот у меня есть по порядочку, я знаю, что у меня что когда идет. И при Классно, этом вот классно. эти две штуки, да, для вот этой клеточной сцены и гизма я рендерю только когда у меня включены флаги для этого, когда это, допустим, 3D-сцена, то есть в уровне с 2D текстурами условно, я бы это не делала. Мгм. Ну, Я правильно, да. просто пропущусь, Логично. и это прикольно. Мгм. Вот, это все. Так, хорошо, Маш, спасибо большое за вот такой экскурс в свой проект. Здорово, я считаю, так удалось нам немножечко хотя бы соприкоснуться с ним. Спасибо большое. Так, ну и давай сейчас последний тогда, это время поджимает, да. Ну, пробежимся по вопросам. Почему вообще вулкан? То есть, и сразу тогда следующий вопрос. Актуален ли OpenGL? И почему ты выбрала именно вулкан? Почему, например, не Direct 3D, не OpenGL? Так, ну на Direct 3D я сразу дам ответ. Microsoft. Окей, понял. Да. Справедливо. А, а?
Справедливо. Я не люблю, когда, софт меня ограничивает в системе, которую я могу выбирать, да. Да-да-да, Вулкан офигенный, потому что он кроссплатформенный, и конечно. типа этому уже цены ему нету за Сто это, да. процентов. Я присоединяюсь полностью, да. М, Открытый как бы интерфейс, где хочешь используй. Почему бы его и не да, использовать? да. Не вижу А причин. Потом я просто все время же, да, вот как бы, с интервью можно было, наверно, понять, что я любила копаться во всяком. И на каком-то хакатоне мне сказали, что с моими как бы мотивациями мне бы свой вулкан написать. И я подумала: "Ага, звучит прикольно". Типа, может, это то, что я ищу всю свою жизнь. И я посмотрела, я поняла, что там я сразу там, знаешь, наткнулась на видео типа: "Вулкан против OpenGL". А я вообще не знала, что это такое, ни одно, ни другое. Вот, я работала тогда только с очень такими старенькими либами или графическими Типа API, которые SFML, еще да, там там. А? SFML, GLFV. HTML, GDI, вот это вообще, наверное, Это вообще древняя. А, да-да-да. Вот, Кстати, и, Маш, до кучи, тогда как раз я пропустил этот вопрос. Как относишься, вот когда люди не используют движки, но и API не используют, но берут вот такие липки, например? Как ты считаешь, нормальная тоже история? Ну, например, конечно, ну, это же то тоже, это же да? тоже помогает тебе Ну расти как да. программисту. По Конечно, это сути, нормально. это как, знаешь, такой для меня срединный выбор абстракции. То есть, если ты не хочешь там движок, но и в вулкане там, грубо говоря, условно ковыряться не хочешь, такой что-то средний вариант выбрать, я М, считаю, тоже очень хороший. То есть, SFML, очень. я писал на SFML, у меня сначала 4 проекта на SFML было, потом один на GLFV был. И потом вот я уже к этим А, всем API пристрастился. Так, ну и мгм. вот в итоге, да, я согласен, что вулкан, он по сути сейчас как будто бы ультимативное решение. Ну, выглядит так, по крайней мере. Ну и плюс это очень современный API, и если ты хочешь реально вот, ну, если ты хочешь просто так потрогать, что то там узнать. Я не знаю, мне очень сложно сказать, с чего стоит начинать, потому что все говорят, что типа вулкан это пипец, типа ты если начинаешь, Ну, там ты твое, там вот просто по загнешься. сердцу, как ты считаешь? Вот с чего стоит Это начать? потому что OpenGL, это GLFW? тяжело, Ой, да. вулкан. Я 2 года не понимала, что я делаю. Это тяжело, Это это правда. надо очень большую мотивацию иметь, это надо прям реально хотеть этим заниматься. Но мне кажется, что это гораздо интереснее, потому что OpenGL это реально, ну, прошлый век, то есть это очень Вот, старая графическая вот, API. я хотел это услышать. Я согласен с тобой, что Просто OpenGL если это ты по хочешь сути реально потом уходящее в прошлое, это Если ты, типа, отжившее хочешь свое. быть в индустрии, как бы, да, если ты хочешь расти профессионально, тебе придется работать с новыми API, как Vulkan или DirectX 12. Вот, тебе придется с этим разбираться и, ну, узнавать это. И если это как бы твое потом окажется призванием твоим. И, OpenGL не поддерживает очень многие, концепции, которые современная графическая карта дает тебе возможность использовать, как, например, мультипоточность. Это очень интересно, потому что раньше графический API, подразумевалось, что оно работает на одном потоке. Сейчас это все абсолютно по-другому, и Vulkan как раз очень я очень плохо знаю про мультипоточность и синхронизацию в Вулкане. Это очень тяжелая вещь для меня пока. Но я думаю, что когда я разберусь, это будет очень интересный опыт, потому что я уже много где читала, что вулкан очень интересный, дает тебе возможности для работы с потоками и Да, синхронизацией. да, И да, если да. ты это делаешь круто, то у тебя может быть очень крутой, по производительности движок. Да, присоединяюсь абсолютно. Добавить особо нечего. Считаю, что OpenGL отжившая свою технология, Vulkan это настоящее и ближайшее будущее. И не только, я думаю, что OpenGL прожил почти 30 лет, ребят, а Vulkan только Вулкан появился. сделали люди, которые занимались OpenGL, Да, и Кронос они Групп, да, это просто их, ну, как бы перерождение, новое, как бы, совершенно верно. поколение OpenGL. Да, полностью Вот. согласен. Да, такие уже вопросы, больше, знаешь, общего характера, уже не конкретно там про код технологии, а как поддерживать дисциплину. И тогда сходу тоже туда же вопрос, как брать мотивацию. У меня многие, я тебе задаю, я уже прекрасно понимаю, что это за человек, ну, просто чтобы услышать твое мнение, что ты скажешь, мне очень часто задают эти вопросы про дисциплину и мотивацию. Если б я знала, как ответить. Я никогда Вот, не У меня не было ситуации, чтобы я себя должна была принуждать программировать. Я просто не могу без этого жить, типа. вот.
Я Я просто просыпаюсь, я хочу это делать. Я не знаю, как ответить. Мне очень жаль. Это твой ответ. М, Я принимаю это за ответ, потому что это то, что я примерно ожидал услышать, это то, что я говорю людям. Например, я человек вообще не дисциплинированный, мне очень сложно себя заставлять что-то делать, что мне не нравится. И я считаю, что программирование это вот для людей вот таких вот немножко, может быть, где-то даже странных, я не знаю, которым нравится писать буковки с циферками в этом редакторе кода и получать в итоге какой-то результат. Вот я присоединюсь к Маше, просто что тоже я вот не знал никогда и, наверное, не узнаю ответ на этот вопрос. Я просто хочу писать код. И Маша тоже просто, она ложится, я так понимаю, и встает с этой мыслью, ну, под час, да, и просто ты одержим идеей, там, каждая следующая идея, она в твоей голове, ты одну решаешь, следующая в твоей голове зарождается, ты ей одержим, ты хочешь это м. писать, хочешь реализовать. Ответ принят. Так, вот такие уже вопросы, немножко, ну, личного характера. Не знаю, если какой-то будет не очень комфортный, просто дропаем его, идем дальше. Должен ли быть у программиста партнер тоже программист? Ну, я имею в виду в романтических отношениях. Просто твое мнение. У меня муж C++. Вот тебе ответ. У тебя есть муж, вот. C++. Так, а? Муж. C++. Все, я понял. Я не то, я услышал другое. Все, я понял. Может, C++, то есть, соответственно, мы должны, наверное, делать вывод, что парень должен непременно писать на каком-то низкоуровневом языке, да? Ну, окей. Так, давай тогда следующий вопрос. Окей, это вообще в самом конце. Маш, еще я подготовил два блиц-опроса. Один такой более, опять-таки, какого-то характера жизненного, второй чисто по проге. Давай, наверное, начнем с жизненного. По проге такой он банальный, но я думаю, всем будет интересно это услышать. Так, начнем с первого блица. Заказ еды на дом или приготовить дома самой? Я живу в Европе, тут все очень дорого, так что я готовлю. Понял. Писать код, либо путешествие на Бали? Вот, Писать код, либо пойти с парнем в кино? вот, Код? вот. Окей. Внешность или интеллект? Вот. Окей. Что важнее в программировании? Творческое начало или рациональное? Я думаю, оба важны. Я с тобой согласен. Пиво либо кофе? Кофе. Стабильность, либо долго идти к своей большой мечте, но путь полон сомнений и каких-то, то есть, сложностей. Ну, это вопрос, знаешь, как будто мы только интервью начали записывать. Ну, второе, конечно. Ну окей, ну я ожидал, естественно. Ну и, конечно же, Джон Кармак либо Джон Ромеро. Ну, карма, ну, ты чё? Ну да, да, ну окей, ну это так чисто я по приколу, мне просто в голову забрело. И давай тогда сразу второй блиц. Тоже, я думаю, что очень многие захотели бы его. Мне просто в голову, я его написал, вот прям буквально наверное, за час до интервью. Окей. PHP либо Python? Python. Python либо JS? Python? Python либо Ruby? Я не знаю, Руби. Окей, тогда Python, да? Наверное. Python либо Java? Python. Python либо C-Sharp? Python. Python либо Go? Наверное, Go. Слава богу. Go либо Pascal? Go. Так, Go либо ASM? Ассемблер. Awesome. ASM либо C? Сложный вопрос. Давай Awesome. Так, ASM либо Rust? Awesome. Окей. Но я про плюсы не стал спрашивать, потому что тогда слишком было бы скучно, как бы. Тогда бы просто плюсы бы опустились бы вниз и все. Ну, в итоге, если не брать в расчет мужа C++, то остается в топе как бы ASM из всех остальных, так сказать, претендентов. Ну да.
Ну, я с тобой соглашусь. Вообще, вот у меня, когда спрашивают мой любимый язык, я вообще ассемблер говорю. Мне просто импонирует его прозрачность. Типа вот, ну, понятно, близость к Да, это железу тоже и мой так далее. любимый язык, Вот по факту 100%. это мой самый любимый язык. Он мне нравится больше, чем C++. Он мне нравится... то есть все-таки, если бы я задал вопрос C++ или ASM, ты бы ответила ASM? Я думаю, да, только из-за того, какое оно для меня несло значение вот по жизни, и М, как вот я знаешь, чисто это, знаешь, как уважение вот такое, уважение. мгм. Понял. Ну, да-да-да, у меня тоже и уважение, и вот вместе с тем вот эта прозрачность, которая приближает тебя как бы к железу, вот это понимание, которое ассемблер дает, мне очень импонирует. Ну, и давай, Маш, последний, буквально сколько там, 3-4 вопроса осталось. Что самое главное в жизни? Наверное, иметь, какой-то источник мотивации и радости, любой. Просто вот, ну, чтобы тебя что-то радовало, я не знаю. Мгм. Что, Это что важно, я тебя думаю. двигает, да, по жизни вообще глобально? Ну, не двигает, ты можешь стоять на месте, но просто что тебя это радовало, я не знаю. Это Просто, могут быть там, просто не знаю, абстрактное твои счастье, да? животные, готовка, дети, что угодно. Просто В общем, то, что вот. приносит тебе счастье, да? Понял. Мгм. Так, тогда совет начинающим, какой можешь дать? Именно вот я бы, наверное, сосредоточился на тех начинающих, не всех программистах, а именно все-таки, кто хочет, например, связать свою жизнь с разработкой движка, рендера, либо игры там с низкого уровня, то есть вот таким людям. Ничего не бояться никогда. Это я скорее совет себе даю раньше. Но я думаю, очень важно ничего не бояться и не бояться, начинать изучать, 3D. Не бояться этого, потому что это очень интересный мир. И, ну, как бы может казаться, что этого слишком много, и это на самом деле всегда будет казаться. Но просто чем больше времени чему-то уделяешь, обязательно всегда будет в конце результат. Главное — это просто делать систематически. И если есть вот систематика, то тогда точно точно все получится. Класс, я присоединяюсь полностью, абсолютно. Мне бы, знаешь, твои слова услышать в мои вот где-то 16-17 лет в школе, и Мне бы может это быть, тоже мне бы да, это и может кто-нибудь быть, сказал. я бы тогда раньше бы занялся прогой. Ну, ничего, как Мгм. есть, так и есть, слава богу, что вообще занялся. Ну и финальный вопрос, с кем себя видишь через 5 лет? У Кодзимы, Окей. рендер-программистом. У Кодзимы? Именно у него, да? А почему не у Да Кармы? нет, это я так, это я шучу, но было бы А, прикольно, я хотела бы в Токио жить, конечно. нормально. Отличный план, кстати, согласен. Да. Все, Маш, спасибо большое. Тебе большое Просто спасибо. огромное тебе спасибо. Мне было очень приятно. Мы с тобой уже общаемся второй раз. Исключительно положительное ощущение. Очень ты такой светлый человек, очень открытый, в очень причем таких вопросах, которые, ну, многие люди считают травматичными, это очень сильно подкупает. И самое, ну, нет, я бы сказал, что это самое главное. Ну, и тоже очень важное, что ты великолепный разработчик, ты программист с горящими глазами, который реально этим живет. Мне лично вообще импонируют, в принципе, все люди в любых сферах, которые именно увлечены, которые горят своим делом. И я вообще, я пожелаю тебе, пожелаю, естественно, всяческого становления, но тут, знаешь, как бы 100% ты будешь большим-большим программистом, большим разработчиком в этой сфере. И я пожелаю этой сфере таких людей, как ты, побольше, чтобы было людей с горящими глазами, которые реально по призванию, что называется, занимаются этим делом. Это очень очень приятно, что такие люди есть. Спасибо тебе большое за уделенное время. Да, пожелаю тебе хорошего праздника, хороших покупок, я так Да, понимаю. с наступающим. С Да, наступающим. всех, да, ребят, если что, с наступающим, уже скоро близятся праздники, ну, еще, как бы, да, еще надо подождать, но я думаю, праздничное настроение определенно уже должно присутствовать. Все, спасибо большое, всем Большое. пока, всем огромное спасибо, кто нас слушал, смотрел, до скорых встреч, кто знает, может в будущем мы еще с Машей когда-нибудь будем пересекаться. Пока. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.